Всем привет, привет. Соскучились. Сегодня будем продолжать играть в хоррор игры. Привет, Захар, привет, Даня. Да, у меня, в принципе, как обычно, все, ничего нового, 50 на 50 настроение. Вот. Что-то решила сегодня вот запуститься, потому что делать особо нечего, поэтому подумала, а что бы не это. Но все равно надо выпить... Надо принимать витамин D, потому что сил совсем нет. Вот опять зеваю. Все время зеваю весь день. Утром встаю вообще никакущая. Смотрите, что у меня здесь. Вам видно, интересно? Все зеркально как-то отражается. Кстати, вот водичка с лимончиком. Это я вот бесплатно пью, чтобы вы не покупали за баллы. Мне сегодня, короче, дали этот, как это называется, набор новичка. Вот. Какая щедрость. Мне еще дали шопер, блокнот, ручку и этот, как его? Этот бейджик, короче. Не бейджик, блин, а как чехол, короче, для моей карточки, который открывает доступ, там этот. Открывает, закрывает дверь, короче. Я опять не в фокусе. О, какая щедрость. Да. Но, с одной стороны, приятно, конечно. Там сумка такая огромная, вот такая вот прям вообще. Такая где-то шопер синего цвета, и там написано, типа, тоже так же, как на стаканчике написано. Криптохроник, спасибо за фоллоу. Что за странный вопрос? К чему это? Чё, как у вас-то дела, кстати? Я так давно не стримила, кажется, как будто 1 000 000 лет уже прошло. Хотя, когда в воскресенье же, да, последний раз мы там с девчонками играли. Но там я так мало посидела вообще, 2 часа всего лишь. В отпуск вышел. О, поздравляю. Я хочу сегодняшнего дня. О, прикольно. Блин, круто. И на сколько? На сколько дней? Дела идут хорошо, по работе тоже хорошо. У меня отпуск будет только в августе. Надеюсь, я доживу до этого момента. И на 2 недели. Ну нормально, в принципе. У нас там майские праздники будут вообще прям нагуляемся. Мини-отпуск будет в мае, короче. Отпуск у меня будет через 2 месяца. Я вот думаю там махинацию кое-какую провести. Не буду рассказывать, какую. То вдруг меня смотрят сотрудники. Ладно, шучу. Короче, мне подарили недавно 2 игры. О, водичка с лимончиком. Сюда.
Там, кстати, вон лимон плавает. Подарили, короче, игры. Фобия какая-то. Потом посмотрим, когда поиграем. Вот все остальные. Аномали Exit и Аменти. Аменти — это что-то египетское в жанре хоррор, короче. That's Not My Neighbor еще есть. И... Так. Есть еще Little Kitty Big City, но это как-нибудь потом мы поиграем. Это уже будет отдельный стрим. С отдельной категорией, не хоррор. Вот. Что еще? Остальные там игры там... У меня еще, по сути, куча всяких игр есть, но... Какой-то есть еще Fear терапии. Терапия страха, что ли, переводится. Тварюк. Тоже какая-то непонятная хоррор-игрушка или что это, не понимаю. Тоже надо будет потом посмотреть. Вот все вот эти игры, которые я планирую посмотреть, потом поиграем. Ой, а у меня и вон еще какой-то есть. No Strangers какой-то. Hired to Die. Что это такое, блин? Эна, Dream BB. Это мне равнопуст, типа, этот показывал. Остальные там игры у меня на запись я хочу. Я, короче, планирую записывать в основном визуальные новеллы, а на стримах проводить, типа, хорроры всякие. Визуальные новеллы, имеется в виду, там не бесконечное лето какое-нибудь записывать, а тоже в жанре хоррор. Вот. А такие, например, как шутеры или что-нибудь такое, это я буду на стримах, наверное, проходить. А Балдурку как планируешь? А вот там уже зависит не только от меня, а от Севы. Я же хотела с Севой как-то начать. Но мы, наверное, не знаю, перед летом, наверное, как-нибудь постараемся. Дожить, короче, надо еще. Потому что она же очень длинная, эта игра. И если я ее начну, то мне будет сложно совмещать с другими там играми. Мне надо очень много это допройти. Призрак Цусимы нам надо с вами пройти. Потом, Стасик, привет. Привет. Потом Silent Hill надо пройти. Мафию вторую мы с вами не прошли. Resident Evil 5 мы с Дашей хотели, планировали тоже. Владик Brutal, Heavy Rain я хотела. Resident Evil 2 классический, оригинальный, который. Очень много на самом деле всего. Когда это все успеть, как говорится. А мы все играем только в коопные игры. Ну, может быть, звучит немного, но по длительности они капец какие длинные. И на это надо кучу времени. Но я сейчас буду стараться Надо начать витамин D, короче, пить, чтобы хотя бы хоть какая-то энергия появилась. И начать активничать. Го воскресенье в репо с модами. А там моды как? Как у этого, как Lethal Company, да, устанавливать надо? Как его? Поэтому я хочу это сейчас как-то более стать активнее. Стараться, наверное, может, каждый день сейчас стримить.
чтобы уже пройти наконец все игры. Через лаунчер просто. А это как? Там прям в меню, что ли, есть? А, да? А, прикольно. Очень удобно. Очень удобно сделали, чтобы не мучиться. Как в Lethal Company, как мы мучились постоянно. Но не в самом репа. Типа этот, мастерская, что ли? Просто лаунчер скачиваешь. А, и там сразу вставишь. Ну, все-таки реально как Lethal Company, да, потому что Lethal Company там же тоже какой-то отдельный лаунчер надо. И типа потом через этот лаунчер запускаешь игру, да? Но это же как Lethal Company, то же самое. А что там поскачивал? Там надо все то же самое, да, скачивать, чтобы одинаково было. Так, знаете, что я не сделала? Знаю, что я не сделала. Так. Угу. Так вот, надо было уже давно сделать. Все. Награждаю вас, Станислав, званием VIP-пользователь. Поздравляю. Внимание, вопрос. А обязательно, чтобы эти моды были у всех игроков? Но мне кажется, обязательно, как в Lethal Company, типа. Но это логично, по сути, потому что если одинаковые моды не будут, то и игра не будет работать. Да? Или как? Тип кастомизации, спавн предметов и так далее вроде работает, если у хоста есть. Просто, к примеру, кастомизация не будет видна у других игроков. Кастомизация это что? Это типа одежда, что ли, у этих, у персонажей. Опять с жопой, блин, тут крутит. Ну вот, я же говорю, что по сути моды должны быть все равно одинаковыми быть. Также неинтересно, когда ты там не видишь. Ты хочешь показать, например, да, какой-то прикол, а это никто не видит. О, ма хорошая пришла. Да, Шуля. Основатель, подписчик со стажем 2 месяца, ни хрена себе. Смотрите, какая крутая. Пришла, радость принесла.
счастьем поделилась. Да, попой потрясла. Ой. У кого? У меня? Так я же назначила, прям церемонию сделала, а ты внимания не обратил, да? Я прям вот так вот говорила. У эмодзи у тебя не знаю, пока не видел. Потом покажу. Ну что, начнем, наверное, уже, да, играть. А то сейчас опять что-нибудь с интернетом случится. Давайте, наверное, врубаю музыку. Так, все закрываем. 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 Там, кстати... А, ладно, не буду говорить. Смотрите, хоба. Ха. Видали? Какая у меня красивая заставка. Это посвящение я услышал, но не увидел, да? А говоришь, пропустил. Дышит на стриме своими грудными мышцами. Так, надеюсь, по громкости все нормально будет. Сейчас не оглохнем. Или наоборот, не этого. Уже играли бы... Нет, я только с равнопузом играла. Да, не увидел, кто мне в тайминг с вопросами подошли. Чуть-чуть громковато, да? Чуть потише сделаю. Так, продолжить. Где мы там остановились? А может у него собраться? Ну, можно и туда. Там только до 4 же. 5 месяцев после крушения. У кого есть, то пойдемте, конечно. Я вообще за любой кипиш. Даня, то, что ты мне там предлагаешь, я на все согласна. Джимми на помощь. Что такое? А я Джимми, да? Я Джимми зовут. Ой, ты что за мной бегаешь? Он меня преследует. Джимми, все очень плохо. Привет, Сева, привет. Что там, Эллен еще играет пока? Спокойствие, что случилось? Аня застряла в медотсеке, дверь не открывается. По такой логике можно и в Балдуру пойти вчетвером. Не-не-не-не, погоди. Есть исключение. Эту игру еще сначала установить надо. Она, блин, весит рублей, говорю, 1 000 000 гигабайт. Да, еще играет. Ну ладно, пусть не торопится. У меня, в принципе, здесь Захар есть, поэтому ничего страшного. Я разрешаю ей опоздать. Но я с грузинским инетом целый день устанавливал. Это прям проблема. Не-не, Балдурку пока погоди. Это вообще, это пока... не в приоритете сейчас.
Вот в бакшот рулит, там вот всякие эти лига-лиги. Можно пойти без проблем. Кстати, Стас, чё, когда в лигу пойдем? Там, наверное, этот скоро закончится, это, как его, там же есть этот накопление, вот эта штучка, календарный какой-то этот, или как она там называется. Короче, эти призы, всякие подарки. Там, я посмотрела, там столько всего всякого. Вот если бы я, наверное, каждый день бы играла, каждый день и каждый час там сидела бы, играла в Лигу Легенд, постоянно с этими с людьми, там я бы, наверное, столько всего уже бы накопила, столько всяких чемпионов бы открыла, всяких образов, эссенций. А арену так и не попробовала. Не, арену еще пока не попробовала. Мы вот последний раз играли только в этот, ну, обычную, короче, ущелье призывателей. Мы такое только в основном играем. Конечно, еще Арам. Жизнь в Арам. Позовите меня, если будете играть. Хочу тоже сыграть. Это вообще без проблем. Главное же этот найти день и время. Аня застряла в медотсеке, дверь не открывается. Что, если у него там закончится? Не знаю, что-нибудь. Чё, кислород? Понял. Пойдем посмотрим. Чё закончится-то? Кислород или чё? Медотсеки. А где медотсек находится? О, господи. Око шитьяна не да. Готов на все. Звучит интересно. Лигу можно в любой день вечернего времени суток. Я редко, когда... Блин. Что там? Я редко, когда бываю в это время занят. Хорошо. Стасик доступен каждый вечер. Отпуск. Ну вот, давайте тогда это... Когда там хотите. Можно даже прям сегодня, не знаю. И это Даша давай тоже с нами. Как раз нас уже будет 4 уже. Во, видите, как хорошо. Мне не сюда. А что касается наград в лол, я хз. Да который этот, блин, где ты там эссенции вот эти получал, у тебя там 10 тысяч или сколько у тебя там накопилось. А, она здесь, да, застряла? Ты как? Говорят, замок сломался. Эй, Аня, ты меня слышишь? Да, Джимми, я все прекрасно слышу. Там остались наши последние лекарства. Черт, дела плохи. Ты пыталась открыть дверь со своей силой? Со всей силы. Не видишь нигде гаечного ключа? Аптечка тяжелая? Аня, дверь не открывается? Открывается. Чего? В смысле? Слушай, все мы устали, но нельзя же сдуваться при каждой... Сдуваться? При каждой малейшей проблеме. Показалось, что это девушка, это Джимми, лол. Не, вот это Дайски. Мы Джимми. Я Джимми, точнее. Мы. А там Аня, типа, сидит за дверью. Открой сейчас же. Ты был прав. Ты во всем был прав. Я должна была сразу так поступить. Я всегда думала, что личность не заканчивается на минутах слабости, что все могут стать лучше, что у каждого есть второй шанс. Думаешь, мне самой всего этого хотелось? Не пойми превратно. Это не минута слабости. Совсем наоборот. Это первый поступок в моей жизни. Открывай дверь. Я обо всем позабочусь. Аня! Что она несет? Кёрли ведь все еще там? Да, вы же не думаете, Дайски. Вы со Свонси лучше всех знаете, как устроен корабль. В медотсек точно больше никак не попасть.
Ну, Свонси запретил туда приближаться. Типа, чтобы вообще ни шагу. Хозотсек. Сломанная вентиляция ведет обратно в медотсек. Типа, пролезть туда вообще без проблем. Раз других вариантов нет, справимся. Аня, ты нас слышишь? Ладно, за дело, Дайски. Попадите в хозотсек. Он опять будет меня преследовать? Блин, это так жутко на самом деле. Ой, господи. Свонси, нужна помощь. Я знаю, что вход в отсеки опасно. Этот мужик самый страшный в игре. Но сейчас, нет уж, тут посижу. Вы же понимаете, что я вас туда не пущу. Пшли вон. Слушай, если есть хотя бы шанс, Джимбо, то, что ты там поскребешься, мертвому припарка. Просто пустишь эту жестянку на металлолом. Чё поделать, все профукали, селяви. Он как будто в рассоле уснул. Кто? Вот этот, что ли? Свонси? Свонси, но ведь ситуация страшная, просто выслушайте нас. А боженька-то нас с вами помазал, хозяевами тут сделал, понимаешь? Помазал. Ну чё, дадим тогда название этой планетке? Да здравствует Каюк! А беготня эта ваша меня не колышет. На Каюке у меня каждый день будет праздник. А, он же напился, типа, этим раствором для полоскания рта, что ли. Там, типа, немножко есть этого спирта. Пошли, Дайски, это бесполезно. Опять переход этот дурацкий. Господи. Не шевелись. Так, так, так. Я все исправлю. Да хули ты заладил? Ты сам-то слышишь, что вообще несешь? Простите меня. У нас же осталось дезинфицирующее в той заначке с лекарствами. Тащи живо. Мы коктейль тебе... Коктейль? Что за ересь? Это ты во всем виноват. По-другому ты бы в жизни... У меня не было выбора. Ах ты... Долбоёб, дебил тупорылый! Должно же у нас остаться что-то еще. Там тоже, наверное, дезинфицирующее. Найдите дезинфицирующее средство. Да, малыш. На ногу мою этого. Ну-ка, идёт сюда. Ой. Чё? Ответственность? Взять ответственность? О, Господи, это что? What the fuck? Нагробие, да, какое-то. Блять, я обосрантус. Что там? Ой.
Ровнее спинку. Спасибо. Спасибо, Валера. Как мне сделать ровнее спинку? Ой. Проверьте YouTube, пожалуйста, кто-нибудь. Работает вообще или нет? Что такое? Вот так. Ой, блин, я думала, пропасть. О, спасибо, Даш. Спасибо за проверочку. А, малыш пятки кусает. Чего там было написано? A blind beast, aimless and restless, you can run from it. А, слепой зверь мечется бесцельно, сбежать. О, спасибо, спасибо, ребята. Сбежать от него нельзя. Выглядит не как малыш, кусающий пятки. Сидишь, елозишь. Да, на самом деле у меня тут под столом кое-что другое. Ой, бля, это что такое? What the fuck? Тоже что мы сделали? Может быть, может быть. Похоже на звера, да. Оно прям меня заполнило. Короче, здесь, походу, бегать нельзя, да? Я так понимаю. Ой, что такое? Иди нахуй! Кто это, блядь? Что за лошадь какая-то была? Тут нельзя бегать, я так поняла. И чё еще нельзя? Реально лошадь какая-то. Я не понимаю, что делать. Слепой зверь мечется бесцельно. Сбежать от него нельзя. Мечется бесцельно. Ай, блин. А он меня слышит, интересно?
Он типа здесь рядом стоит или что? Пиздец, блядь. Как малыш, блин, туда-сюда бегает. Тыгы-дыгы делает. Бля. Пиздец. Спасибо. Спасибо.
Yes. О, Эллен, спасибо за рейд. У меня тут малыш, короче, бегает. Тыги-дыки. Привет, привет, моя хорошая. Я все испортил, простите. О, Валера, привет. Родная. Когда? С каких пор? Привет, привет. Да, я нормально, в принципе, 50/50. Капец, YouTube медленный, да? Поэтому что? Правильно, переходите все на Twitch. Я все испортил. Дай, суки. Не трать силы. Я же ему дала, да? Или что? Или я сама выпила? Я что-то не поняла. Привет, привет, Юзлис. Равнопус Макс. Хмельной Бранда. Опять переход. Вроде как медотсек и хозотсек связаны вентиляцией. Лена, у тебя категория общения. Я знаю. Меняй давай. Нет, я хочу только общение оставить. Ай. Я только до 9-го эпизода дошла. А там сколько этих эпизодов? Ну вы же сами все слышали. Сейчас туда соваться. Все трещит по швам. Раскол пены может нарушить герметичность. Я не хочу накосячить, как в прошлый раз. Ты видел, в каком Аня состоянии? Не удивлюсь, если она выкинет какой-нибудь отчаянный поступок. Мы команда, Дайски. Вместе нам по силам спасти Кёрли. Свонси нам не помощник, значит и без него справимся по рукам. Да, точняк, вы правы. Справимся. Но до пены еще нужно добраться. Сначала надо как-то открыть дверь в хозотсек. Свонси сел у двери, как каменный, плюс у него ключ. У меня есть идея, но ты должен мне доверять. Нам нужно его вырубить. Вы что, махаться с ним собрались? Нет, даже Свонси не способен бесконечно синячить. Нужно, чтобы он напился до отключки. Метод простой и безболезненный. Вероятно, он даже не поймет, что произошло. На кухне есть рецепт безалкогольного коктейля. Сделаем все по рецепту, но добавим кое-чего покрепче. За дело. Вырубите Свонси. Ну, прям как шпионы в боевике. Но чё-то в жизни все менее радужно. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? What I gonna you? Опять тут, блин, SCP. SCP Дайски. Моего стажера теперь принялся учить. Я его обучаю на основе своего многолетнего опыта. Но у тебя, кажись, другая метода, капитан. Скуфчик. Bad boys, what you gonna do? Мы прям как шпионы в боевике. Ну, что-то в жизни... А, это было уж. Так. И чё? А что делать? Как тебе сюжет, кстати? Ну, прикольно. Необычно. Чё, нам сюда, да? Такой типа этот...
Показывает отношения людей, типа. Какими люди становятся, когда кто-то заполучает повышение или что, я так поняла. Как отношение меняется между людьми. Ну, здесь, наверное, какой-то другой, скорее всего, этот смысл. Вот это, да, Drink Recipe. Синий, зеленый, розовый. Ой. Подсластитель закончился. Есть идеи? Ну, возможно, я оставил пару штук у себя нечаянно. Вот как. Можете порыться у меня в вещах, наверное, там где-то завалялось. Но я тут, конечно, ни при чем. И вообще, там можно что угодно найти. Такой бардак кругом. А где у него его вещи? Так, синий, зеленый, желтый, да? Какой геймбой где? А, вот этот, что ли? А я присесть не могу. Гейминг какой-то. Геймбой. Гейбой. А Сонси вообще любит сладкое? Может, не обязательно столько? Нужно перебить привкус. Давай, соберись. Вот, блин. А, да? Малыш! 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 Сюда нам что-то... Вот это вот надо, да, наверное? Малыш! А, нет? А что тогда? А, все. О, все, пошли. А, ты что-нибудь мне скажешь? Иди-ка сюда. Коктейльчик, улет. Сейчас бы на пляж какой-нибудь девочка и погальчик. Нет, 2 или 3, а потом меня вырвет, и я больше смотреть на них не смогу. Хорошо ж тогда было. Пойдем угостим Свонси. Парирум, парирам.
Это что за хренотень? Свонси, нам нужно работать сообща. Я хочу нас спасти без постоянных грызней, и если для этого требуется... Хорош болтать, давай сюда. Мы тут намешали на глаз. Да я вижу, малой, какую ты тут намутил порнографию. Бармен из тебя как из говна пуля. Да и механик из тебя не ахти. Ха-ха-ха. Какого лешего ты сюда вообще приперся? Какой мудак взял тебя на борт? Нашли, понимаешь, какого-то пиздюка и пристроили к кучке жалких неудачников. Чтоб мы типа пример подавали, разбежались нахуй. Чтобы что? Жизни учиться? А толку? Оно и дальше так будет. Ошибка за ошибкой, шрам за шрамом. Ума-то набираешься, да не там, где надо. Стареешь, жирнеешь, оскотиневаешься, вот и весь урок. Свонси, жаловаться на судьбу тебе не к лицу. А мы, значит, с тебя все должны брать пример. Ты ж у нас весь из себя, усердный, опытный, капитанище. Только солнышко-то наше еще не село, так что празднуем, отдыхаем, ёпта. Если в ад не попадем, так как в аду повеселимся. Помянем. Пиздец. Эй, ты чё? Он там вообще дышит? Пол чуть не треснул. Все нормально, Свонси одним коктейлем не возьмешь. Ну, голова поболит, переживет. Вот, блин, он же будет вне себя от злости. Рекомендательного письма мне теперь не видать. На самом деле жаль. Ой. О, ни хрена там утка какая-то была. Капитан, нам точно стоит это делать? Может, хотя бы поговорим со Свонси, как придет в себя? Понимаете, просто он топит за безопасность, правила, там все такое. Он вообще молодец, наверное. Ты что, дурак, что ли? Он меня как-то научил. Дайски, пора проявить храбрость. Судьба Кёрли и Ани в наших руках. Что? Фига, да тут и пены-то почти нет. Ой, я видел эти штуки, но сам не залазил. Как их там, криокапсулы? Точняк, мощная вещь. Прям в будущее попал. О, вот это походу работает. А чё, в смысле, они ж до этого... Они ж до этого туда заходили. Чё за прикол? Насколько они замораживают? Аж на 20 лет. Так Свонси сам вычистил пену? Вот дает. Свонси тут ни при чем. В смысле? Сам подумай. Свонси тебя ни разу не подпустил к пене в хозотсеке. Да, потому что работа деликатная. Он сказал, что у меня такие ручища, что я не рассчитаю силу. Я прям эту пену на куски разорвала, а я такой ему, блин, точняк, вот зараза. Поэтому он отправил меня работать на кухне. Говорит, что супер важно следить за запасом продуктов и каждый день все сортировать. Постоянно заставлял... Малыш! Иди оттуда! Я тебя сейчас на улицу выброшу, блин. Что такое? Постоянно заставлял перепроверять по 2-3 раза весь инвентарь. Не надо на улицу. Ага, еще бы. И он тебе ни разу не сказал про пену? Нет, ну он же вроде все время занят. Не было тут никакой пены. И Свонси об этом знал, чтоб его. Солнце еще не село, говоришь? Вот же гад. Да эта синюшная мразь просто тянула время, чтобы спасти свою шкуру. А такие камеры реально спасают? Ну, за 20 лет найти могут. Лучше уж рискнуть, чем сидеть по уши в таком дерьме. Но так дела не делаются. Нельзя просто пиздеть и ждать, пока все помрут один за другим. Да вы чё, не поверю. Наверное, у него были на это свои причины. Спросим, когда проснется. С ним разберемся позже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Воздуховод цел, походу. Офигеть, тут искры.
Внутри там, наверное, вообще жесть. Малыш проказничает, что на него ругаются. Часть трубы, возможно, откололась. Но пролезть можно. Давай попробуем. Я не могу воспринимать дайски без озвучки Хэппи Вульфа. Ну так иди, смотри Хэппи Вульфа тогда. Раз тебе моя озвучка не нравится. Свонси говорил, что это небезопасно. Да, он забыл сказать про капсулу, я все понимаю, но в корабле он лучше всех шарит. Может, лучше подождать, пока он проснется? Ты сказал мне, что совсем справишься. Ты же говорил, что из Свонси хороший наставник. Пришло время это доказать. Проснется, гордиться тобой будет. Уважишь старика. Он отнесется к нашим действиям с пониманием, а потом и сам объяснится. Думаете? Дайски. Мы все на тебя рассчитываем. Это приказ. Так точно, капитан. Ух, была не была. Ну давай, не сдохни только. И всосала его темнота, и пропал он в ночи бесследно. Ой, ёб твою мать. Походу все ГГ. Аня? Что здесь произошло? Один день до крушения. Найдите пистолет. Привет, привет. Привет, привет. Все поприветствуем YouTube, давайте. Все в чатике пишем привет. Даже если кто-то просто сидит, напишите, пожалуйста, привет. Да, вот привет Ютубу напишите. Давайте устроим мини-флешмоб. Флешмоб. А чё, где это? Пистолет. Ай, ладно, надо, наверное, выйти, да, отсюда? Чё это я? А где может быть пистолет, интересно? Малыш Абасрантус. Четыре, пять, один, семь. А давайте попробуем открыть. Ой. А, тут нельзя. Все. А где этот-то?
Ну, остается только пойти сюда. А, реально сюда надо. Кёрли, твою мать, где он? То, что нас уволили, не повод накладывать на себя руки. Аня, ты наша медсестра, поэтому твое психологическое обследование провести было некому. Мне надо было этим озаботиться. Если тебе тяжело, надо было прийти ко мне. И что бы вы сделали? Что угодно. Что угодно. Вы мой экипаж. Я несу за каждого из вас личную ответственность. Я же много раз уже тебе говорил. Ничего я с собой не сделаю. Обосрантус. Вы сами знаете, что пистолет в защитном чемоданчике, доступа у меня нет. Но чемоданчик я спрятала. Скажи, где он? Я не буду заносить... я не буду заносить это в протокол. Мы с тобой все уладим. Я беременна. Ты что? От кого ты могла? Капитан. Я говорила. Послушай, мы все исправим. Я его 100 лет знаю. Я с ним поговорю. Я знала, что вы не дадите мне оружие для самообороны. Все, что мне остается, сделать так, чтобы и ему оно никогда не досталось. Чё, блядь, от кого она беременна? Что происходит? Кого она имеет в виду? Я не понимаю. От Джимми. Нейтрона. Распечатка из навигационного компьютера. На маршруте обнаружены аномалии в траектории астероидов. Рекомендуется подкорректировать курс корабля. О, привет. Привет, Денис. Здорово. От него. Сколько лет, сколько зим, жизнь. Чё, как дела у тебя? У меня 50/50, так, все потихонечку, полигонечку. Ты чё, кого? Шесть часов до суда. Кровь не останавливается. Дайски, просто лежи и не дергайся. Мне нужно подумать, мы все исправим. Малой, ты как? Ты меня слышишь? Как же я не люблю подобные скримеры. Дайски? Стой! Нет, нет, нет! Сколько жизней протекло? Да уж немало. Да, наконец-то освободился от семьи и отдых. Чё там, как Настя? Как ваш сыночек поживает? Дом купили, все, что надо было, сделали. Бедные дайские. Почему дай, суки, ты пишешь? Вы представьте, насколько это больно. Не шевелись. Все нормально, дайски, спокойно. Потому что... Ну и работенка. А Юзлис ругается. Бан ему. Ты бы вырос нормальным, не жалким ничтожеством, вроде меня. Мир несправедлив. Столько лет рвать в задницу ради этой конторы. Мастер на все руки, мать его. Ура, бан. И что в итоге? Такую награду мы заслужили? Я думал, что ты тот еще тупорез, постоянно донимал меня пустой болтовней. Смотри, короче, Юзлис, вот это я с топором сижу, а вот это ты лежишь, короче.
Пока с домом еще нет, а так нормально сидит в другой комнате с сыном. У меня выгорание началось от того, что за компом давно не сидел. Выгорание началось от того, что за компом давно не сидел. Нифига себе. У тебя выгорание типа от семьи началось или что? Нифига себе. Вот она, семейная жизнь, ребята. В принципе, разница в возрасте примерно такая же. Вот ты товара какая. Радостный и беспечный ягненок хренов. Не отличник, не трудоголик, не пытался свернуть горы. Просто добрый парень, который хотел как лучше. А я старый дурак, многому мог у тебя поучиться. Дайски, закрой глаза. Ёбаный в рот. Так нормально не поспишь сидеть с сыном. И смотрю только передачи на домашнем, чувствую себя 6-летним дедом. Но ты уже прям заскуфился. Окончательно прям. Хотя те сколько там лет? 24, да? Чудовище. Чудовище. Я мог его спасти, Свонси. Я должен все делать сам. Просто заткнулись бы все на секунду и дали мне нормально подумать. Как ты еще не понял? Все уже кончено. Финиш. Пусть парень хотя бы не страдает зря из-за твоих заскоков. Какой кошмар! Хорош выделываться, Свонси. Я в курсе, что ты задумал. Я был в хозотсеке. Я знаю, что ты там упрятал. Обосрантус малыш пришел. С топором тут ошиваешься. Ани зубы заговорил. Теперь и до такого опустился. Да ты просто ждешь свой последний билет в криокапсулу. Ха. Да уж, с Аней мы и правда побеседовали. Но это она ко мне пришла. Узнал много интересного, сам понимаешь. Разве капитан не обязан тонуть вместе с судном? Пф, хотя какая уже разница? Мне бежать некуда, у меня на корабле есть все, что нужно, а большем и не мечтаю. Так что валяй, лезь в свою капсулу. Можешь потом рассказывать всем, что хочешь, если доживешь. Заслужил, подонок. Заберите пистолет. А где пистолет? В каком она говорила? В каком-то этом... Пиздец. Ё-моё. А этот еще жив, что ли? Дайсуке жальче всех, он вроде самый молодой из этой компашки. Ну да, еще даже не пожил. Нормально. Пиздец. Ёбаный. Жесть, он еще живой, ё-моё. Так, здесь нужен код, да? О! Больше нет сил смотреть на всю эту кровь. Колбаса лежит. Картинка шикарный, фильтр вырви глаз. Так это стилистика же такая. Мне интересно, как у него глаз не высох. Реально. Звуки малыша. Фу, Денис.
Ему в него харкают. Пиздец. Так. Мне нужен трехзначный код, да? Басрантус. Отпечатки пальцев. Да, следы преступления. Блин, теперь воняет. Эх. Ну там трехзначный надо. А это четырехзначный. Где-то на кухне, говоришь, надо? Или в комнате управления? Может, в комнате управления? А где комната управления? Да, от места преступления всегда воняет. Малыш! Опять начинается бешенство. А где был этот? А, все, сейчас. Вау. Так, где-то здесь, да? Семь, три, девять. Спасибо, моя хорошая. Спасибо. Что угораешь-то? Джимми! 0 дней до крушения. Я все рассказала. Аня, ты... Надо было меня подождать. Что он сказал? Ничего из того, что помогло бы делу. Как он? Злой? Куда он пошел? Просто взял и ушел. Кёрли, я не хочу больше его здесь. Подожди, блядь, не спеши, мне надо его найти. Все будет хорошо. Блядь. Подожди, блядь. Мне нужно в кабину. Но... Джим.
Я могу все исправить. И что, по-твоему, будет, когда мы прилетим домой? М? Мы что-нибудь придумаем вместе убивать. Я только и слышу, какой ты чудесный командир. Как же меня это бесит. Только что теперь? Что теперь случится по прилету? Как сам-то думаешь? Мы все исправим вместе. Все, на что мы с тобой жизнь положили, все эти достижения, изменения, все станет неважно. И не из такого выбирались. Ты и в этот раз справишься. Будешь решать проблемы поступательно. Дело не только во мне. Это ведь ты должен был держать все под контролем. Твои слова, корабль, команда, все произошедшее. Эта ответственность была целиком на ваших плечах, капитан. Вот что тебе придется выслушивать до конца своей жизни. Ответственность. Или же все это запомнят как несчастный случай. Капитан-герой отдал свою жизнь, но не смог предотвратить трагедию. Экипаж Тулпара так и не был найден. Выживших нет. Вся правда утонула в звездных пучинах. Ответственность. О! Как он выглядит. Мы первый раз его увидели. А то он там лежит такой весь страшный. И вот ты снова стоишь на вершине холма. И оттуда тебя уже не скинет никто никогда. Как же я раньше не догадался. Звучит? Звучит. Ой, 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 что такое? Я решу вопрос. Что они там говорили? Чего? А? Системы. Сбой. Системы. Сбой. Система. Сбой. Джим, только не говори мне. Я должен был. Я не... Что ты, блядь, натворил? Что делаешь? Малыш, успокойся. Ой. Он какой-то дерганый. Это что? Блядь. Напугали. Карма! Дан-диги-дан, диги-диги-диги-дан. Охуенно. Понес принцессу. А чё, куда тебя посадить-то? Ура! С днем рождения, капитан! Праздник, улет, тост. За капитана Джимбо. Ну же, мы хотим речь.
Давай, валяй, что под души. Ага, наш капитан, капитан Джимми. Ахаха. Ахаха. Какой вкусный торт! Спасибо, ребята! Сейчас я его съем с удовольствием. Многим не просто заработать себе на хлеб, но хлеба тебе было мало, да, капитан? Вершина нашего холма была лишь грязью под твоими ногами, пока у тебя самого земля не ушла из-под ног. Жизнь на нашей ступени развития для тебя лишь жалкое существование. Но я тебя прощаю, мы все тебя прощаем. Я тебя не брошу даже сейчас, я в тебя верю. Мы сможем все преодолеть. Иногда каждому удается дотянуться до небес, бороздить звездные пучины, но и неудачные дни бывают у всех, и иногда это нужно просто принять. Ты сам меня этому научил, Кёрли. Значит, надо есть. Значит, надо жить. Груз ответственности. Пу-пу-пу, как говорится. Семейный ужин. Да уж. Блять. Where the fuck are my keys? Напугали. Даша опять там чумачичи. Ой-ой, не вижу нифига. А чё это? Пусто. А, господи. Ну все, короче, кукуха знатно полетела. Назад не повернуть. Что это было, блядь? Тайминг прям вообще хорош. Короче, надо задом идти, да? Игорь, привет. Здорово, здорово. Чего там Мэйлин написал? Сегодня онлайн был хороший, я рада, особенно учитывая то, что стримлю раз в неделю.
Да. Блять. Даша сидит, подсекает, когда кинуть. Вот это с этим было, конечно, смешно очень. Ой, блядь. Чё? Районный прокурор. Да. А. Вот она, компашка собралась. Один кидает смешные эти мемы, другой клипает их. Блять, опять начинается. Даша. О. Wakey, wakey. What the fuck? А чё он не стреляет? Рано пока. А что делать? Здесь что-то блестит. В смысле там этот дайски? А здесь кто? Бля, тут везде дайски, что ли, лежит. Какие-то эти копии. А может, мне не надо было пистолет брать? А что делать-то?
Выстрелить издалека. А, вот тут какой-то провод еще. Может, по проводу этому? Блин, тут не видно, конечно, ни хрена. Тут написано Don't touch. Блять, сука. Ой, Evil Man, здорово. Что? Чё, блядь? Чё, блин? What the fuck? Что было, блин? Ой. Бля, как я не люблю эту хуйню. Блядь, я ненавижу эту хуету, блин, когда надо вот так вот. Пошел нахуй. Ой, блядь. Проще было так в углу забиться. Дай кое-что скажу. Просто заткнись и слушай. Я 13 лет бухал как не в себя. Пил — это еще мягко сказано. А затем у меня открылись глаза. Уличный фонарь хлыстнул светом, как нож по лицу. 500 гигаватт силы Божьей. Я увидел свой раздутый, бездыханный труп в канаве. Мигом всю дурь выбило. И вот я надел белую рубашку, взял ипотеку и получил кредитку. Все, как полагается приличному человеку. Думал, смогу воспитать детей так, чтобы не повторяли моих ошибок. Думал, что одна неудача не превратит меня обратно в чудовище. Но вот тебе страшная правда. Дисциплина, стремление, стабильность. Все эти крысиные бега в попытке чего-то достичь. Любимая жена, послушные дети и ни капли в рот, и ни сантиметр в жопу. Ох, дай-ка я тебе скажу правду. Я всю жизнь убил на то, чтобы чего-то достичь. И каждый раз, доходя до финишной прямой, я чувствовал лишь пустоту. Все, приехали. Что по итогу? Ночи вихрем кружились у меня в голове. Ночи вихрем кружились у меня в голове. Я тонул в диване. Осколки в руках, реки крови с улыбкой на лице. Презрительный смех старых шавок, прогоняющих робкую луну. Кругом лишь лужа из блевотины, боли, хаоса и казенной жестокости. И ключик от всех проблем, звенящий где-то на донышке. Это были лучшие дни моей жизни. Да, а ведь правда, это были лучшие дни в моей жизни. Мне скрывать нечего, я за себя в ответе.
Я знаю, на кого смотрю в зеркало, но ты эгоист, трусливый мудак, и даже сам этого не понимаешь. Надо было хоть парня спасти. Если бы я хоть раз мог что-то исправить, я бы дал ему хотя бы мизерный шанс выбраться из этой блядской дыры. Свонси, я все исправлю. У нас еще все впереди. Пошел ты нахуй. Коротко и ясно. Ой, пиздец. Что было? Что-то труп слишком много. Блять. Здорово. М. Мы что, рождаемся заново? О, Юра, привет. Здорово. Ты не представляешь, кто ко мне заходил. Угадай с 3 раз. Я не знаю, этот человек сейчас еще сидит на Твиче. Ой, блин, жесть. Жесткая игра. Ой, наркомания прям вообще. Лютый трэш. Но мне нравится. Блять. Здорово. Блин, тут надо что-то, да? Матушке Гусыне день рождения, устроим ей праздник. Праздник, праздник, праздник для матушки Гусыни. А пекарь приготовил торт. Какой чудесный торт. Жри. Кто это? Денис. Ко мне заходил Денис. Ты не представляешь. Осуждаю. И чё? Все, да? Только так будет теперь.
И чё, как? Как успехи на свиданках? Что за пятнашки? А. А. Вот это он стонет, конечно. А как вот эту хуету повернуть? А. Так. Вот это может быть. Так, наверное, да? Ой. Да ты, бля, гонишь. На свиданках смешно получилось. Я вчера был на свидании с девчонкой, которая подружка другой девчонки, с которой был на свидании в пятницу. И тить нехорошо получилось. Нифига себе. Ну ты, в принципе, им ничем не обязан, поэтому... Это лишь просто были свидания. Так, вот здесь как будто вот это, да, неправильно. Но она, наверное, никак не поворачивается. Я не знаю, сейчас посмотрим. А, во, правильно. Спасите. Бля, нихуя. А я тут любую кнопку нажимаю, и он идет все равно. Капец. Я давно такой наркомании не видела. Я хочу домой. Но мы уже дома. Почему не завершишь начатое? Не беспокойся, если нас найдут, беру всю вину на себя. А ты выйдешь сухим из воды. Все, как ты и хотел. Я ведь мог все это предотвратить. Вся ответственность на мне. Нет, мы оба станем героями. Мы же с тобой команда. Не разлей вода. Помнишь, как раньше? Никто ведь не хотел, чтобы так получилось. Мы все оказались в капкане. Ну виноват я, блядь, виноват. Совершил ошибку. Боже, прости меня, Кёрли, умоляю, прости. Бля, когда эта игра закончится уже? Пиздец какой-то вообще ужас. Это что такое, бля? Сейчас оттуда что-то родится?
блядь. Вместе со мной эту хуету наблюдаете. А, это Анушка? А, это ее это. До блеска. И никакого запаха. Разъест обломки. Ну как, больно? Разъест молчание. Смоет все. Гори оно свежим пламенем. Ох. Чё за хренотень, блин? Ну ёб твою ма... А что делать здесь, я не понимаю. А что надо делать? Не останавливаться надо или что? Ладно, допустим. Не понимаю. А что делать-то, я не понимаю, блядь. Никита, привет. Ой, еще вот когда оно выглядывает, так смешно. Я думала, может, на свету надо держаться. Ну, походу, без разницы тут.
Вообще непонятно, блядь. Ой, господи. Какая же хрень. Эй, начальник, это я. Или как тебя лучше звать? Дедуля? Как-то много чести, учитывая твой послужной список. Пони Экспресс больше нет, и тебя тоже. Я знаю, что ты там себе возомнил. Бедняжка, не оставили ему выбора, никто-то его не понял. Полли говорит. О, прости. Заткнись. Кёрли делал все, что мог, и я тоже, но он оказался достойнее. Теперь я все понимаю, у нас с ним еще есть шанс. Я о нем позабочусь, возьму на себя ответственность. Кёрли, капитан, мне очень жаль. Ого, чистосердечное признание. Да, 1000 раз да. Я во всем виноват, но еще не поздно все исправить. Минуты слабости еще не делают из нас. А ну-ка, постой. Притормози. Если же все так, то чего тебя так волнует именно его судьба? Ой, господи. Да уж. Пора домой. Очень тяжелая графика для глаз, но мне нормально. Я не знаю, что это. Почему вам так плохо? Мне нормально. Все хорошо, Кёрли. Походу, слишком чувствительные глаза. Ты просто насмотрелась этих всяких там кое-кого. Глаза свои расслабила. Вот и теперь не можешь сидеть, смотреть. Все хорошо, Кёрли. Все будет хорошо. Ты всегда был готов прийти мне на помощь, а я отплатил тебе болью. Хоть и хотел всех спасти. Ты издеваешься, блядь? Ты меня хочешь оставить на 20 лет вот в таком состоянии, блин? Ну теперь ты точно будешь жить. Все, как ты и говорил, вместе нам все будет под силу. Капитан, я горжусь, что имел честь летать с вами и быть другом. Больше тебя никто не тронет. Мы все исправили. Я все исправил.
Да нахрен, лучше бы себя Ничего. А вы что-нибудь поняли из этого объяснения какое-нибудь? Ну, здесь немного прослеживается зависть какая-то между работниками. Типа там кого-то повысили, и там началась какая-то тусня. Только я вот не поняла, что с этим... То, что она там забеременела, что к чему вот это было вообще? Ой. Соседская собака Джексон. Поздравляю, спасибо этой собаке, что она соседская. Все, я не могу шевелиться больше. Спасибо за игру. А вам спасибо за игру. Не буду я ни на что подписываться. Отстаньте от меня. Ой, игра вылетела. Ну, тогда ж продолжаем дальше. Так, что вот это вот? Давайте глянем-ка, что здесь. Там оно работаешь, не работаешь. Родов люди очень изменились. Если к тебе будут приходить, ты их впускай, только осторожно, ладно? Я слышал случаи, когда людей убивали другие люди. Так это я за то, чтобы все предложенные части прошла. Ну, посмотрим, короче. Теперь я слышу эти истории все чаще и чаще. Знакомый сказал, что приходят существа, похожие на людей. Через несколько дней скажут, по каким признакам можно отличать их от людей. Одному оставаться нельзя, придет что-то очень злобное, и кто знает, что дальше. Ночью спокойно можно смотреть в окна, и я даже советую, так ты хотя бы понимаешь, что окружает твой дом. Днем смотреть тяжко, очень жарко становится, глаза от света такого болят. Давай подытожим. Ночью будут приходить люди, ты решай, кого впустить, кого нет. Визуально сложно решить, нам потом раскроют власти, что делать. Смотри в окна, мало ли, и не высовывайся из дома, теперь опасно везде. Я сегодня переночую у тебя в кабинете, а завтра ты уже сам как-нибудь. Днем зайди ко мне, поговорим. Кажется, больше никто не придет этой ночью. Так, что спать? Доброе утро, дорогие зрители! В эфире утренний прогноз погоды. Это я. В нашем городе продолжает сиять солнце и стоять летний зной. Продолжительность такой жары уже побила рекорд Гиннесса, и кажется, хорошая погода никуда не собирается уходить. Ученые внимательно наблюдают за активностью солнца и прогнозируют ее усиление, но по их уверениям причин для беспокойства нет. Поэтому запасайтесь солнцезащитными очками, берите свои лучшие купальники и не забывайте про головные уборы. И самое главное, смотрите, чтобы вам не напекло голову. По городу в последнее время участились случаи неадекватного поведения, которые, как полагают эксперты, связаны с излишним пребыванием на солнце. Так, мы можем, короче, потратить энергию на телевизор. У нас за мной, короче, за моей вебкой есть 3 молнии. Вот. Мы можем одну потратить. Вы видите грациозно танцующих балерин, рассекающих по сцене в красивых пируэтах. Классический танец навеивает вам теплые воспоминания из детства, а также заставляет вас думать о прекрасном. Ничего такого нет. Смотрел выпуск новостей? Кошмар какой-то. Ладно, в такую жару каждый диалог будет тратить свои силы.
Так что хорошо думай, с кем ты хочешь поговорить. И еще проверять людей на признаки гостя тоже в диалоге надо. Так что осторожно трать свои силы. Если решишь, что поговорил со всеми, а спать не хочется, бахни пиво. Сходи на кухню, попей холодненького из холодильника. Это потратит все твои силы, и ты сразу захочешь спать. То есть мне просто сидеть и выживать? Как-то это странно все, тебе не кажется? Ну это весна 2025, шахту. Давай проговорю на всякий случай. Днем ты можешь поговорить с гостями твоего дома на всякие темы. В диалоге с ними ты можешь проверить признаки фальшивых людей. Дальше сам примешь решение, что делать с теми, кто, на твой взгляд, не человек. Если больше не захочешь ни с кем общаться, но силы останутся, пей пиво на кухне. Там холодильник, я тебе принес охладиться, так захочется спать. И ждешь помощи, если объявят эвакуацию, держись рядом с моей семьей. Сейчас попей пиво и ложись отдыхать, уставший у тебя вид. Да, кстати, я слышал, что ночью кто-то ходит и спрашивает, один ли ты дома. И если открыл дверь, не говори, что ты один. Хорошо. Короче, этому мужику можно доверять. Так, ладно, пока тогда пойдем на кухню. Ох, меня разморило от пива, самое лучшее сейчас. Чего? Поспать, да, типа? Все, спим. Так, телевизор мы не можем смотреть. К нам уже кто-то постучался. Пойдем посмотрим. Мы можем в окна еще, кажется, смотреть. Вдалеке стоит дом соседа, который сейчас у вас в гостях. В окнах горит свет, и, кажется, семья ждет, пока он уйдет от вас обратно домой на ужин. А здесь что? Тише. Слишком громко. Вы видите, как за окном у поля проводят время несколько подростков. Они беззаботно сидят и о чем-то увлеченно болтают, не обращая на вас внимания. Прикольная игра. Ты дальше еще смотри. Там еще прикольнее будет. На улице гробовая тишина. Никого нет. Даже алкоголики по непонятной причине решили не появляться на улице. Они кого-то боятся? Мой папа у вас? Вы позовете его? Днем было не страшно, но сейчас страшно. Много людей повыходило ночью гулять. Я много про него знаю. О, господи, блядь. Перед тем, как пойти в гости, он любит попить немного пива. Хи-хи. Почему мужик надел парик? Мне он оставляет и обед, и ужин, и сок. Я сегодня попробовала пиво, которое он пьет. Фу, гадость какая. Зачем такое пить, если есть сок? Ой, не говорите ему, пожалуйста. Спокойно дошла сюда. Знаете, как будто все перевернулось с ног на голову. Люди днем теперь сидят дома или спят, ночью гуляют и делают дела. Я еще не отвыкла бояться темноты, но вроде и бояться нечего. Или есть чего. Зову папу тебе, удачи. Спасибо, вам тоже. Мы уже пойдем, а то мне страшно одной ночью. Мы будем играть в игру. Он сделал мне какую-то... Там надо кубики бросать и потом ходить по предметам. То есть по креслу там или дивану. И вот надо строить дорогу. Короче, я покажу вам потом. До свидания. Бля, он ушел. Мне нельзя дома одной оставаться. Я укрывался в пабе, но меня просто выгнали. За что? Не каждый выдерживает мой темперамент. Но я не обижаю никого, не подумай. Просто тошно иногда, сам понимаешь. Что думаешь? Пустишь?
Ты же не гость? Думаешь, я из этих чудовищ? Нет, не гость. Но спрашивать каждого в лицо об этом ёбаный бред. Впрочем, теперь по-другому не будет. Нахер его? Почему тебя выперли из прошлого убежища? Почему ты думаешь, что тут будет по-другому? А что, мне сдохнуть под солнцем теперь? Не, домовладелец, мне такое не... нет, домовладелец, мне такое не интересно. Пока жив, еще поищу, с кем поговорить и на какую тему. Ты не впустишь? Повезет в другом месте. Скипа его, он алкаш. Если в этом новом мире остались везение и не ублюдки... Чё его... У него руки очень длинные. Чё его впустить? Или пусть уходит? Давайте, сегодня чат власть. Сегодня чат решает. Давайте будем играть, как вы захотите. А я буду просто тыкать. Нет, пусть идет. Скип. Да. Скип. Так, кто еще? Давайте, активнее, активнее. Чё-то кривой весь, как из могилы. Ну, по внешности тоже сильно нельзя судить. У него рожа страшная. Алкаш сразу видно. Руки длинные. Минус. Бедный мужик. Мне его уже жалко. Его весь чат мой выгнал. И кривые, будто 2 локтя. Да, туда его. Ладно, тебе лучше уйти. Я понимаю. Понимаю тебя, но злюсь. Ты просто такой же трус, как и все тут. Спи спокойно по ночам, домовладелец, и пошел нахуй. Класс. Но мне нельзя оставаться одной, понимаете? Мне все-таки надо кого... Блять. Извините, что так поздно. Днем как-то жарко. По телевизору говорили, что лучше не выходить при солнце. Не найдется ли у вас местечко для меня? Ты кто? Я жила поближе к городу. Там, конечно, асфальт нагревается очень неслабо. Хе-хе-хе. Эх. Я вообще кассиром работала когда-то, сейчас уже нет. Меня уволили с работы и как-то не повезло. Ну, здесь явный сколиоз. Что будешь теперь делать? Как думаешь, что будет дальше? У него глаза накурены. Постараюсь как-то выжить. Страшно, конечно, когда вокруг какие-то гости. Солнце адски печет. Очень хочется пожить. Ой. Разве вам не страшно? Может, это признак чужих? Скажите, что все скоро кончится, пожалуйста. Че, мы ее пропускаем тогда? Запускай. Запускай. Хей. Там по телеку будут потом объявляться, какие там признаки будут у этих. Пускай ее по дому. Ладно, пусть проходит. Господи, спасибо. Ха-ха-ха, спасибо, правда. Господи, я проживу еще какое-то время. Кажется, больше никто не придет этой ночью. Бля, как слава богу, что мы ее пустили, потому что нас бы потом прирезали бы, наверное. Так, ну мы, наверное, на нее уже... То есть ночью мы смотрим на окна, а днем мы смотрим на двери. Поняли, да? Мы прерываем утреннее шоу для срочного сообщения.
Сегодня в 6:28 утра на Солнце произошел мощный выброс энергии. Данная вспышка оказалась больше, чем прогнозировали ученые. Температура на улице достигла критической отметки. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Мы просим всех граждан избегать выхода на улицу в дневное время. И теперь к новостям. Гости с того света. Люди, вылезающие из-под земли. Нет, это не фантастический роман или заголовок желтой прессы. Как сообщают очевидцы, по городу стали происходить контакты с гостями. Один из очевидцев наткнулся на мужчину в возрасте, у которого были идеально белые зубы без изъянов. Как выяснилось позднее, этот мужчина был гостем. Pay attention to their teeth, as they... Что за гигачат какой-то, блин? То есть какие-то идеальные люди, они, короче, не наши, да? А типа кривые косы — это наши. Были замечены подобные эпизоды с гостями. Ты прикинь, увидеть такого. Да вон в Москве там, в Москву-Сити там полно таких ходит с зубами из-под унитаза. Были замечены подобные эпизоды с гостями, у которых идеальные зубы, поэтому если вы хотите выявить гостей, проверяйте состояние зубов. И просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие. Я так же выгляжу. А теперь перейдем к другим новостям. Давайте еще посмотрим. Жара на улице не помеха, когда в руках есть Энерджека, освежающий энергетический напиток утолит жажду даже в самый жаркий зной. Уникальная смесь лайма и мяты дает нереальную энергию. Короче, москвичей нахер шлем. Да в том-то и дело, что это не москвичи, а типа приезжие в Москву, которые... Энерджека. Энерджека ищите в ближайших магазинах у дома. Динамичная реклама энергетика хоть и призрачная, но утоляет вам жажду. Эта информация была не очень полезна, ну ладно. Так, здесь никого. Тот мужик вчера отсюда ушел. О, сидит. Эх, надеюсь, скоро все это закончится. Как распознать гостя, что ты знаешь про катаклизм? Мне надо тебя проверить. Хотела бы я сама знать как. Мне так страшно от того, что гостей может быть кто угодно. Единственное, что я по радио слышала, это то, что у них зубы идеальные, но... Неужели у обычных людей не бывает хороших зубов? Хе-хе-хе. Давайте ее проверим. Короче, нам на один разговор, когда я что-то спрашиваю, тратится одна энергия, короче, наша. Поэтому нам надо жестко этот вопросы вот эти четко сопоставлять. Что ты хочешь проверить? Зубы. Это что же, по зубам ты будешь принимать решение? Ох, я ведь недавно исправляла зубы, хотя, если честно, я не могу вспомнить, когда я была у стоматолога. Была ли я вообще у него? Господи, от страха не могу вспомнить даже, что вчера ела. Ой. И что нам делать? Убивать ее, что ли? Ну, я бы не сказала, что они прям идеальные. Они белые, конечно, но они не прям идеальные такие. Вот тут прикус снизу неправильный. Не сходится, типа он. Это что же, я подхожу под описание?
Так не может быть. Я не могу же быть гостем, да? Ёбаный в рот. А у нас тут жестче, равнопус. У нас тут не просто пинок под зад из хаты. У нас тут сразу же конкретные меры пресечения. Да, москвичку. Так, что, убиваем ее? Давайте не будем ее убивать. Я выслушаю, я дам ей шанс. Нет, это же совпадение, правда? Как я могу быть гостем? Так быть не может. Не может же. Я помню свою жизнь, ничего в ней такого нет. Спасибо. Нахер мои родные шахты терроризировать своими винирами. Вот так мера. Не, давайте это... Оставим ее. Мне кажется, она ничего не сделает нам. У нее не сказала бы, что у нее прям сильно этот... Сильно прямые зубы. Так, ладно, пойду спать. Все, почалось, почалось. За окном стоит сосед и его дочка. Ну, она сказала, что сделала их. Ну, на самом деле можно все что угодно сказать, конечно. Они весело вместе играют, забывая о происходящем ужасе. Хотя бы на миг. Смотря на это, вы вспоминаете свое детство, и вас охватывает теплое чувство ностальгии. На земле лежат тела подростков. Кто-то убил их. Кажется, совсем недавно ведь кровь еще не успела засохнуть. От увиденной картины у вас по коже бегут мурашки, и вы чувствуете небольшую тревогу. Чё, блядь? О, Господи. На тропе стоит бледный, как сама смерть, человек. На его коже странные складки. Кажется, эта кожа ему не по размеру. Отсюда не видно его глаз, но чувствуется, как он сверлит вас своим взглядом. Вы ощущаете страх и молите Бога, чтобы жуткий гость обошел дом стороной. Ну вот это точно, блин, гость. Пиздец, блядь. Сразу скажу, что мне жар не страшен, но я все равно ищу спокойное место. Смогу я у тебя найти покой? Для меня такого никогда не было, поэтому долго. Тебе не страшен жар? Сними куртку. Нет, ты можешь меня не впускать. Я просто пойду дальше, не буду умолять или докучать. Где дробовик? Давайте ее впустим, она выглядит более-менее адекватной. Че, впустим ее? А зубы? Ну, зубы я не смогу посмотреть. Если что, застрелим. Спасибо. Низковато у вас немного, но мне подойдет. Так. О, Господи. Как же нам повезло, мы застали своими глазами наказание людских страстей. Земля очистится, солнце сделает свою работу. И мы пойдем в новый чистый мир. Вот такая, блядь, благодать. Это что, этот? Сконси или как там его, блин? Свонси? Что? Да ты чего? Человек? А ну-ка послушай, сейчас я тебе краткую сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас не просто так. Оно из нас выпекает грехи.
Мы все натворили всяких дел, и вот теперь солнце злится. Дает по нам свой удар. И это хорошо, все грехи закончатся. Будем жить как следует. То есть мы должны умереть, а с тобой что будет? Да я тут при чем? Мы все будем хорошо жить сразу после помощи солнца. Солнце поможет просто нам избавиться от всего вот этого, понимаешь? Нет? Да все ты понимаешь, поэтому ты и жив. Чё, впуск... Нет, скип его. А чё, почему? Вроде прикольный чел. Странный он. Ах. Ну чё тогда, скипаем? Или чё? У него зубы явно гнилые, впускаем. Мне тоже кажется, что он какой-то такой, типа... Ну, обычный чел. Давайте впустим его. Сейчас я... Ой, там какая-то другая еще игра запустилась. Там какие-то две игры. Лол. Так, сейчас, погодите. А, это хоррор лаунчер. Все, я поняла. Че он там сейчас сетуется, нет? О, захватилась, да? Так, сейчас я кое-что... Лучший тайминг, опять тайминги. Потом гляну. Ай, давайте его впустим. Я, короче, его впускаю. Давайте. Я впускаю. Давайте думайте быстрее. Так, что у нас там на ютапчике? Пускай, если что, его длинное в куртке съест. Ну, он, видите, у него зубы кривоваты. Я тебе еще расскажу много про все это. У тебя пиво-то есть? Забыл спросить. Конечно, есть пиво. О, Господи. Жаль, что мы стали свидетелями. Может, и участниками. Тебе что-то нужно? Нет, спасибо. Все, что мне нужно, уже есть. А чего нет, ты мне с этим не поможешь. Погадаешь мне? Выбери, откуда мне открыть книгу и прочитать строчку. Ты про что говоришь? Ты странный. Это как посмотреть. Для тебя мои слова о чем? Погадаешь для меня по книге? Открой в начале верхний абзац. Открой ближе к середине последний абзац. Мертвый придет и скажет, и ему не поверят. Что это значит? Мне нужно теперь подумать, может, увидимся позже? Как игра называется? Сейчас скажу. I'm not a human. Это, короче, есть этот, блин. Хоррор лаунчер, как она называется-то?
Сейчас скажу. Короче, это Violent Horror Stories, антология. И там вот в ней несколько игр. Это как типа трэш-хоррор коллекшн, внутри игры несколько игр разных всяких. И что это было он? Что-то пропиздел и ушел. Че, все, спать? У меня уже 5. Доброе утро, зрители! В эфире утренняя сводка новостей. Аномальная солнечная активность продолжается. По прогнозам экспертов, она будет усиливаться и дальше. Нам продолжают поступать сообщения очевидцев о контактах с гостями, вследствие чего власти в срочном порядке организовали КЧС. КЧС расшифровывается как Комитет по чрезвычайной ситуации. Сотрудники комитета одеты в желтые защитные костюмы. Комитет начал функционировать недавно, однако они выявили новый признак гостей. Эксперты комитета полагают, что кроме зубов гостей можно отличить по грязи под ногтями. Как сообщают источники, это выявили вследствие проверки одного из домов. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, люди просто какой-то паранойей страдают, и типа нет никаких гостей там, нет ничего такого. Просто люди уже настолько типа с ума сходят от безделья, на всем готовом типа живут, и уже это сумасшествие какое-то начинается. Как сообщают источники, это выявили вследствие проверки одного из домов. Сотрудников встретила женщина. От жары. Ага, а школьников кто убил? Ну, блин, маньяки жили и живут по сей день. Школьников могли убить кто угодно. А тот стрёмный какой-то чел, это, не знаю, может, тоже какой-то маньяк, блин, просто. Сотрудника встретила женщина, работавшая медсестрой. У нее по непонятной причине под ногтями была грязь. С учетом того, что гости вылезают из земли, женщину забрали на проверку, в ходе которой подтвердился ее опасный статус. Если вы заметили кого-то, кто похож на гостя, незамедлительно обращайтесь к членам КЧС или по горячей линии 0451. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Теперь к другим новостям. Так, ладно, не хочу тратиться на новости, ой, на телевизор, потому что опять какая-то хуета будет, наверное. Опа. Вот бы немного тепла. Мне надо тебя проверить. Что ты хочешь проверить? А что проверим первое, зубы или руки? Ногти сейчас покажу. Ногти сейчас покажу. Я их сковырнул все, что ли. Но ты все равно глянь. Ёбаный в рот твоего казино. Это что такое, блядь? Ни хрена себе сковырнул. Или сковырнула. Звони. Она труп. Как ты думаешь, мои ногти проходили под признак гостя? Понял. Это мужик, а не женщина, кстати. Что тут у вас? Чё, стреляем? Это импостер. Сева, у нас тут это... Выяснение, человек или не человек к нам в гости приходит. Стреляй. Ладно. Знаешь... Я не успела дочитать. Это мужик. Это не женщина, это мужик. Плюс она просит тепло. Стреляй всех. Пиздец, блядь. Кстати, заметили, да? У кого-нибудь был такой диван и кресло? Ну и стенка тоже. Бляха, все это время с VPN сидел, весь трафик просрал. Лошара. Так, здесь никого.
Тоже никого. Давайте ее тоже проверим. Так, мне надо тебя проверить. Руки. Люди тоже опасны. Да, такой диван и кресло. Показать ногти? Интересный призрак, конечно. Да, давай посмотрим. Да что у вас у всех с ногтями, блядь? Что это? Она прям под все критерии подходит. У нее и зубы белые ровные, и ногти какие-то странные, блин. Ой. Это еще норма. Да, грязь. Либо отбитый, либо грязь. Я вот не понимаю, что это. Не, навряд ли это грязь, слушайте. У всех бывает заусенцы и торчит кутикула. Такое бывает. У меня тоже такое бывает. Ладно, давайте ее не будем убивать. Я даже не помню, чтобы ковырялась в земле. Может, кто-то меня измазал? Но слишком много убивать тоже нельзя. Ладно, выслушаю. Я же не могла не мыться уже несколько дней, да? Как странно. Ладно, живи. У нас же еще кто-то был. А, вот он. Всех убиваем. Да зачем всех убиваем? Ой. Эй, я не могу с ним поговорить. Прикиньте, я на него нажимаю, не нажимается. Все, ГГ. Три энергии осталось еще. Мы можем с женщиной этой поговорить. Как много жертв? Жертвы? Они же сгорели, все сгорели. Сгорели дотла все они. Потому что остались днем на солнце. Что-то чешется под глазом. Боже, что нам теперь делать? Без паники. Мы все умрем. А чё, мы не можем, да, на этого мужика потратить? Ой. Что написано? No signal. А чё он там сидит в ванной, блин? Ты выйдешь, нет? Почему я не могу тебя проверить, сволочь? Блядь, может он этот, сука... Ой, ладно. Блин, надо было... Надо было телек посмотреть, ладно. У соседского дома стоит небольшая группа сотрудников КЧС. Интересно, о чем они болтают? Может, они берут образцы почвы? Или ищут место для разворачивания базы? Вам становится капельку спокойнее от мысли, что кто-то пытается разобраться в этом кошмаре. Что-то как-то с каждым днем как будто все хуже и хуже становится. На земле лежат сгоревшие дотла тела подростков. Кажется, они пролежали здесь весь день. Двое сотрудников КЧС стоят рядом с телами и что-то записывают. Хорошо, что появились те, кто могут убирать тела. Страшно представить, какая зараза может появиться, если гниющие тела не будут убирать с улиц.
блядь. За окном стоит группа вооруженных солдат. Видимо, это небольшой отряд, высланный сюда из города, чтобы они обеспечивали безопасность КЧС. До вас долетают лишь обрывки фраз про бледного мужчину с голым торсом. Может быть, они хотят выследить того жуткого незнакомца? Вы чувствуете себя спокойнее, что появились люди, готовые разобраться с опасным гостем на улицах? Ой, блядь. То, как тут у тебя дела? Все хорошо. Давай. Удачного этого похода к репетитору. Давай, спасибо, что пришел. Подожди, что тебе надо? Слушай, а ты один в доме? Просто интересно, а то ты тут гадаешь кому-то обещаешь спасение, кого-то гонишь. Я не один. Как так получилось? Одному же тяжко. Ты чего? Пойдем-ка со мной, молодой человек. Никто не узнает, что произошло, когда пришел последний гость. Дом остался без жильцов еще на долгое время. Чё, блядь? Что происходит? ГГ? Реально? ГГ, ББ. Чё я там выбираю, не понимаю. Ёбаный в рот. Да в смысле? А что я должна была сказать? Так, это ладно, это нас обучают. Ночью спокойно можно смотреть в окна. Я даже советую так, хотя я понимаю, что окружает твой дом. Так, ладно, все одно и то же говорит. Походу, кто-то был гость. Наверное, этот мужик был. Бля, я не знаю, ладно. Так, ладно, вроде то же самое. Так, давайте вот тут посмотрим. Там тыры-пыры, растопыры. То есть мне просто сидеть и выживать? Давай проговорю на всякий случай. Днем ты можешь поговорить с гостями этого дома. Так, ладно, это было. Что мне тогда получается сейчас? Выпить пиво и лечь спать. Нет, не рандомная. Как зовут твоего папу? Вы забыли его имя? А, вы проверяете меня, не гость ли я? А вы хитрый, я тоже буду людей проверять теперь. Боишься гостей? Не знаю. Все их боятся, мне тоже страшно. Я не видела ни одного из них. Они страшные, больно бьют. Если меня мой друг из школы ударил больно, он тоже гость. Папа сказал быть осторожной, я очень осторожна. Очень тихонько сюда пришла, никто меня не видел. Спасибо вам тоже, мы уже пойдем, а то мне страшно одной ночью. Мы будем играть в игру. Все, идите нахуй. Так, неинтересно. Давайте вот эту
впустим? Ты же не гость? Думаешь, я из этих чудовищ? Нет, не гость, но спрашивать каждого в лицо об этом ёбаный бред. А, это было. Почему тебе выперли из прошлого убежища? Думал сначала тебе что-нибудь обидное сказать, но передумал. Я уже говорил, неудобно людям со мной там было. Сидел черт знает кто. Так подумать, может и хорошо, что выперли. Эти живьем бы сожрали и не заметили бы. Давайте мы его впустим на этот раз. Спасибо, доверие к людям сейчас не больше монеты. Поэтому ценю твое доверие. Может, ладно, не могу обещать ничего. А вот эту теперь не будем пускать. Давайте наоборот, типа, все сделаем. Так, тебе лучше уйти. В любом случае, спасибо, что выслушали меня. Ладно, видимо, я пойду дальше тогда. Пока, да, пока. Кажется, больше никто не придет этой ночью. Так, ла-ла-ла-ла-ла. Так, зубы. Все, сейчас давайте. Что там опять? Энерджайзер, да? Ага, энержека опять. О, здорово. Ой. Да, ты что-то хотел? Как распознать гостя? Я знаю не больше тебя, а гостей можно выявить через идеально белые зубы. Это же ёбаный бред. Просто хотят, чтобы мы поубивали друг друга. И непонятно для чего. Что ты хочешь проверить? Зубы. Тебе показывать мои зубы? Показать? Ну, посмотри. На них еще остался привкус несчастья и дыма. Нормальные. Желтоватые, да? Ну вот и не доебывайся до меня со своими тестами. Я не гость. Так, этот тут ушел. Так, ладно, все. Так, это было... Чисто забытый жизнью мужик. Так, тут убили подростков. Тут сейчас будет мужик стоять. Так, это впускать этого не будем. Тебе не страшен жар? Мне всегда холодно, пока одни сгорают на улице, я укутываюсь в куртки, мне все еще холодно. Мне страшно снять одежду. Что если получу еще больше страданий и не смогу умереть от этого? Тебе лучше уйти. Понимаю, хорошо, пока я вижу у тебя на руках много следов пороха. Ты можешь выстрелить в меня? Ну да, пули тебе самому нужны пока. Так, вот этого козла тогда больше не будем пускать. Ты меня пугаешь. С ума, что ли, сошел? А ну-ка послушай, сейчас я тебе кратко сводочку расскажу. Солнце горит и печет нас. Так, с тобой что будет? Да, на. Так, иди нахуй. Все. Так. Ты кто? Просто лицо, ничего не ищу, никого не принуждаю ни к чему. Это этот сайт там. Из тени вышел, в тени уйду. Ты странный. Так даже и безопаснее для меня в основном, но все же. Так, проще сохранить кое-что от потопов, пожаров и времени. Не каждое семя становится деревом, да. Так, открой вначале верхний абзац. Мертвый придет и скажет ему, и ему не поверят. Что это значит? Мне нужно теперь подумать. Может, увидимся позже? Так, ладно, мы снова с тем мужиком остались наедине, да?
Чё? Ага. Скажи, что ты одна дома. Хорошо. Он подсказал. В трудную минуту, когда час отчаяния уже близок, никому доверять нельзя, есть те, на кого можно положиться. Комитет по чрезвычайным ситуациям, КЧС, горячая линия 0451, нам можно верить. А почему я вам должна верить? Так, иди сюда нахуй. Как много жертв? Тысячи, сотни тысяч, миллионы? Честно, я вообще без понятия. Ты сказала, что не одна, и он не поверил. Окей. И никто тебе не скажет, чтобы лишний раз не пернул от страха. Сколько бы ты ни думал, умножай это число на 3. Наверное, столько этих жертв и будет. Мне надо тебя проверить. Руки. Садовник сразу же становится гостем, получается. Ёбаный бред. Смотри ногти. Ебать. Хорош. Что я гость? Ну еще бы нет. Это тоже подозрительно. Почему у него все чистое, блядь? Так, у нас же больше не было, да, никого? Да, эту женщину мы не взяли. Мужика-алкаша мы тоже не взяли. Все. Сейчас, походу, придет вот тот сумасшедший. Так. Ана-на-на-на. На-на-на-на-на. Так. Зачем пришел? Как тут у тебя дела? Все хорошо? Почему ты меня игнорируешь? Слушай, а ты один в доме? Просто интересно, а то ты тут гадаешь кому-то? Кому-то обещаешь спасение, кого-то гонишь? Я один. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как так получилось? Одному же тяжко, а ты чего? Пойдем-ка со мной, молодой человек. Блять, почему? Никто не узнает, что произошло, когда пришел последний гость. Дом остался без жильцов еще на долгое время. Да в смысле? Я не понимаю. Нельзя его никак послать. Еще раз. Если ГГ один или говорит, что он один, то его убьют. Что за бред? Кто-то постучался же. А там никого нет. Где? Что-то игра тупит, что ли? Игра сломалась. Сейчас, погодите, игра сломалась сейчас.
Все, починилось. Там типа челика надо мной, наверное. Надо много, наверное. А давайте тогда всех подряд впускать. Вообще без разницы. Типа похер. Да давайте попробуем всех пускать. Так, ну это девочка, это ладно. Это похер. Так, проходи. Тоже проходи, все. Ну вот этот мужик не был же импостером. Почему меня снова этот забрал с собой? Что за прикол? Ну, короче, правда, дома дома всегда должен кто-то быть. Я не должна оставаться одна. Этот же мне мужик говорил в самом начале, типа, ты не должна оставаться дома одна. Короче, ладно, я пока ничего не понимаю. Так, типа, давайте мы его проверим. Типа, проверили, все хорошо. Этот ушел отсюда. Тоже зубы проверим. Выслушаем. Все. Надо было телек послушать, наверное, ну ладно. Я не знаю, это обязательно постоянно вот это смотреть? Ну, пока будем смотреть. Так, вот это тоже давайте впустим, похуй. Вот это вот тоже впустим. Короче, то же самое он все время говорит, что там не выбери, какой абзац, там все время то же самое. Так, там будут ногти, да? Угу. Чего, блядь?
Ёбаный в рот. Вы чё тут, блядь? Пиздец. Ладно, пока никого убивать, короче, не будем. Проверим, когда этот мужик придет. Типа, что будет. Мужика чикнет, думаешь? Ну, посмотрим, короче. Жесть. Все. Все потратили. Так, это на-на-на. Так, вот опять он пришел. Я не один. О, сегодня тебе повезло. Я слышу, как кто-то шепчется в твоих комнатах. Но кто знает, что случится завтра. Сюда. Ой, ёбаный в рот, блядь. Я могу у тебя отдохнуть? Откуда ты пришла? Я уже не помню, все равно откуда. Я очень устала, если не отдохну, просто упаду под окнами. Твоему другу нужна помощь? Уже нет. Когда надо было, никто не помог. Теперь он умер. Не, в комнаты нельзя ночью заглядывать. Ёбаный в рот. Он мог быть жив, он мог быть жив, если бы всем было не насрать. Ой, блядь. А давайте ее впустим. Похуй. Не думаю, что останусь надолго. Мне бы только передохнуть. Амогус. Видал, что происходит? Вообще ахуй. Как там у тебя по делишкам? Это Стас пришел. Амогус. Что же происходит? Новые возможности не видишь, что ли, нихуя? Что-то ноют все, бегают, суетятся. Можно просто делать от души дела, да и все. Радоваться надо, короче. А ко мне зачем пришел? Да ты вот уже делом занялся. Народ собираешь, что-то мутишь тут, движуху наводишь. Мы тут с тобой праздник жизни устроим. О, вот эта тема. Ну все, наконец-то умный человек попался. Похуй. Похуй. Так, тихо у вас ночью. Привет, я могу войти? Ты следил за домом? Ты что-то ищешь? Почему тебе так показалось? Нет, на самом деле ищу, но то же, что и все.
Безопасности, убийства, скуки. А у вас ночью такая тишина, я даже не думал, что кто-то ночует тут, если честно. Убийство, скуки. Так, думаю, зайду, проверю, а тут закрыто. Решил постучать, прежде чем ломать дверь. Чё, блядь? Чё, блядь? Смотрите, у него кровь. Кто ты? Теперь я странствующий врач. В больницах настоящий ад. Очень не советую теперь туда идти. Я оперировал людей, хирург. В нашей больнице не хватает денег, потому что я много чего делал еще, что не входит в мои обязанности. А сейчас я просто хожу и помогаю, кому могу. Тебе лучше уйти. Понимаю, сейчас не самое лучшее время для доверия. Если повезет, я буду рядом, так что обращайтесь. О, еще кто-то может прийти. Ни хрена. Блядь, что-то жутко стало. Так, на-на-на. Однако КЧС уверяет, что это всего лишь больные люди, которым нужна помощь. Кроме того, КЧС объявил новый признак гостей – сильно раздраженные кроваво-красные глаза. Эти сведения удалось выявить в результате экспериментов с задержанными гостями. Как полагают эксперты, КЧС раздражение вызвано воздействием яркого света солнца. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Теперь к другим новостям. Вся душа давно сгорела, от того так холодно, наверное. А глаза нормальные. Это не тетка, это мужик. Сколько можно уже говорить? Узкие зрачки. Видимо, так меня сковывает холод. Жаль, что солнце меня сжигает так же, как и остальных. И я бы согрелся под солнцем хотя бы. Видишь, это мужик, я же говорю. Сколько можно обращаться к нему, как к женщине? Глаза. Я перестаю понимать, как это вообще работает. А что ты будешь делать, если один признак подтвердится или несколько? Не сильно. Теперь пойду, стану гостем этой ночью. Поплачу, вспомню спокойные времена. А что это за рычание тогда, блядь, я не понимаю. О, темщик. Хе-хе, ну чё, ёпта? Мне на тебя проверить. Что ты хочешь проверить? Зубы. Хоба, зубы это я могу. У меня братюльник делал зубы. Его забили, прикинь, все зубы нахуй. Ха-ха-ха-ха. А показать надо? Ща. Нормально. Норм, да? Чего? Да нормально уже, ты чё? Я понимаю, конечно, начнешь напрягаться из-за всяких там гостей и прочего. Да и ради нас все же это делаешь. Короче, не держу на тебя зла от души. Так. Там прям красные должны быть. Да. Так, ну у него вроде зубы, да, такие. Да мне кажется, он вообще нормальный такой чел. Блин, зря мы его этого... Так, ладно. Давайте проверим его глаза. У меня глаза в последнее время чешутся. Как думаешь, это от солнца или чё?
Так у него зубы-то кривые. Или там прям по одному признаку определяется? Думаешь, он дунул? Мне тоже так кажется. Короче, ладно, все, я не буду его больше трогать. Так, давайте бабку посмотрим. Ой, почему бабку говорю? Женщину. Я догадываюсь, какой будет результат. Что будет, если подойду по этому признаку? Блядь. Ну еще бы, могло ли быть иначе? Ты убьешь меня? Жаль, что я так и не узнаю, что нас всех ждет. Ладно, не кикаю. А тут что? Пиздец. Да почему я не могу использовать? Блять, ванна какая-то сломанная. Ладно. Ну, походу, ей вообще плевать. Давайте у него еще ногти тогда проверим, раз уж у нас есть этот еще. А, ну вот, нормально. Видели, там какая-то бабка сидела? Они пока все 50 на 50, у каждого может быть по одному признаку. Блять. Гандонио Бандерас, блин. Внимание, экстренное включение. Из-за повышающей жары солнца загорелись леса и поля. Пока сложно оценить масштаб пожаров, однако уже сейчас ясно, что это самые массовые пожары, которые человечество когда-либо видело. В зоне бедствий направлены все доступные пожарные бригады, однако из-за инцидентов с гостями большая часть пожарных отстранена от службы. Теперь к другим новостям. Тупо бабку шугает. Ладно. Соседский дом, что недавно покрасили в белое, сгорел дотла и теперь абсолютно черный. Похоже, пожар утих совсем недавно. Неужели... Блять, что происходит? Игра сломалась. Неужели кто-то поджег его намеренно? Ой! Блять, бледный жуткий мужчина стоит на дороге и улыбается. У него в руке чья-то оторванная голова в каске. Это голова солдата, застывшей на лице гримасы ужаса. Вам очень не по себе от увиденного. Да ебать вообще, блин. А, вон. Блять, это же этого мужика дом. Весь отряд солдат, который был здесь вчера, мертв. Тела разбросаны по всей улице, и у одного из тел отсутствует голова. Неужели их всех убил тот бледный жуткий незнакомец? Вас охватывает ужас от этой картины бойни, и вы чувствуете себя в опасности. Надо что-то делать с сколиозницей. У нее все 3 признака сходятся. Я из бригады КЧС. Мы пришли вам помочь. Ты пришел один?
Нет, конечно, наша бригада обходит дома в округе. Чтобы быстрее справиться с задачей, мы разделились. Я не задержусь у вас надолго. Почему-то в защитном костюме нам такой выдадут? Нет причин бояться. Костюм на случай, если мы застанем восход солнца. Гражданским он ни к чему сейчас. Просто сидите дома. Мы о вас позаботимся. У вас есть план действий? Конечно, мы же не можем действовать спонтанно. Мы заберем с собой на обследование одного любого человека. Так как вы могли облучиться солнечной радиацией, мы проверим здоровье одного. На основе этого решим, нужна ли вам всем помощь. Для этого подойдет любой. Мне тоже нужно собираться? Нет, вы, как я понял, владелец дома, вы оставайтесь пока. Спроси, какого цвета плащ. Да, если бы такой вариант был бы. Мы увезем человека ненадолго, потом решим, как лучше сделать. После мы в любом случае выдадим инструкции. Теперь я забираю у вас человека, мы пойдем. До свидания. Они забрали женщину. О, Господи. Жесть, что творится, видал? Какое же это общество вскрылось из вскрылось зверье вокруг. Наконец никто не притворяется. Ты про что? Ты не был у других дома на улице? Эти ваши социальные нормы и прочая херня больше не работают. Кто сильнее, тот и прав. Если можешь перегрызть других, считай, победил, установил порядок. Знаете что? Мне кажется, все-таки гости это те, у кого абсолютно не совпадает с новостями. Например, у того мужика длинного, мне кажется, он гость. Потому что у него якобы хорошие зубы, ой, точнее, плохие зубы, хорошие ногти чистые, и глаза тоже чистые. А там вот в новостях люди там параноят и типа говорят, вот, гости это те, у кого ровные зубы, грязь из-под ногтей, красные глаза. А это на самом деле обычные типа люди, которые просто, наверное, там в панике какой-то, не знаю. Поэтому у них там красные глаза, или там кто себе недавно виниры поставил, не знаю. И грязь из-под ногтей это то, что они там что-то, наверное, пытались как-то выбраться, может, не знаю, из чего-то. И типа у нас из-за этого мы когда новости слушаем, и мы такие, ага, типа вот так вот надо поступать хорошо, типа то, что по телеку говорят, значит так и надо делать. Но мне кажется, все надо наоборот делать. И вот этот мужик, который там вот сидит у нас весь такой а-ля хороший, мне кажется, он и есть этот самый гость. Мы просто его убить даже не можем, потому что мы смотрим, типа, он норм, окей, типа, и мы его из-за этого и не можем, короче, грохнуть. А вот все остальные, они нормальные, короче. Из гроба выбраться, ага. И они забрали у нас женщину. Женщина, она нормальная. Они забрали нашу женщину. Кто сильнее, тот и прав. Если можешь перегрызть других, считай, победил, установил порядок. Сколько домов ты сменил, как ты сам выживал все это время? Много знать будешь, скоро состаришься. Я не спрашиваю, как ты живешь, ты не спрашивай, как живу я. Главное, я не буду для тебя проблемой. Разумное решение. Сила теперь управляет жизнью, и ты либо принимаешь это, либо получаешь проблемы. Как? Пустите меня. У тебя истерика? Я не знаю, что мне делать. Люди убили папу. Кто это сделал? Попей воды. К нам пришли гости, они сидели у нас. Папа о чем-то говорил с ними, а потом они его убили. Наш дом теперь горит. Вы поможете мне? Мне страшно. Ой, я не здешний, не сильно люблю стоять на одном месте. Теперь долго не походишь, года не те. Почему ты путешествуешь? Да эти самые, ты видел, что гости вытворяют? Что не дом, что кто-то убит, кого-то растерзали. Выдают себя за своих, потом, начинается ад на земле. Надо их истреблять, гостей этих.
Мне еще кажется, что они, люди с ума сошли, у них паранойя у всех друг на друга. И поэтому они просто друг друга убивают ни с того ни с сего. Это просто обычные люди, короче. Они придуриваются. Всякие там звуки какие-то издают, еще что-то делают. Кожу на себя чужую надевают. Просто уже умом тронулись. Где твое оружие против гостей? Да было у меня ружье, меня чуть самого не убили. Они подкараулили, пока я усну в палатке, и просто украли мое ружье. Я бежал, они стреляли. Я ебала, меня сосали, да? Вот такое развлечение у них. Ничего человеческого, кроме оболочки-то и нет. А чё, впустим его? Ой, сколько уже мы сидим? О, почти 4 часа. Так, сейчас я кое-что проверю. Пускай. Окей, сейчас тогда. Чё у него випка? Понятно, понятно. Замесим этих гостей. Они к нам на милю не подойдут. Ой. Дома есть кто, что ли? А ты кто? Я жила в паре кварталов отсюда. Нас желтые комбезы эвакуировали из дома, но никуда не повезли. Жилья не дали, куда идти, что делать. Вот кто куда, я здесь пытаюсь спастись. Почему вас выгнали? Сказали, что на наш дом большой солнечный удар или как-то так пришелся. Желтые комбезы нас повыгоняли, кого-то схватили, повезли на исследование, кого-то отпустили. Проходи. Ага, спасибо, ты этим желтым не открывай, ладно? Они еще нас с тобой заберут куда-то. Там уже одного человека забрали у меня. Вы чувствуете запах гнили и смерти. Кто-то, блядь. Доброе утро, зрители! В эфире утренняя сводка новостей. На-на-на-на. Подобный эффект можно заметить только на пленочных фотоаппаратах. К сожалению, в этот раз причины подобного явления так и не были установлены. Однако КЧС призывает граждан использовать новые данные для выявления гостей. Будьте бдительны, сохраняйте спокойствие и не покидайте дома в дневное время. Что за мешки, блядь? Блохинатор, привет, привет. Здравствуйте. Как давно я вас не видела. Это вот мужик, вот это вот убил мужика вот этого, да? Пиздец, блядь. Мне надо тебя проверить. Фото. Я не люблю фотографироваться. Если потом эти фотографии окажутся не в мусорном ведре, мне придется принять меры. Ты понимаешь это? Вы фотографируете собеседника. Вы размахиваете фотографией, чтобы она быстрее проявилась. Вы замечаете, что фотография вроде нормальная, но у вас вырывают ее из рук. Дай сюда, я выкину сам. Ты охуел? Я не могу его выбрать почему-то.
Капец. Ох, сыночек, ты, пожалуйста, не пускай никого. Что ты хочешь проверить? Зубы. Какие зубы, сынок? Ну, посмотри, чего ж нет. Из чего? Какой вывод делать будем? Ты с этой ерундой поосторожнее обращайся. Во всех ее тыкать, так каждый начнет на тебя косо смотреть. Ты же не всегда держишь в руках это свое ружье, а? Так, она нормальная. Что, блядь? А, это просто какой-то шепот. Так. Ё. Так, погоди. У меня еще хватает, в принципе. Ё. Так, погоди. Еще есть глаза. Чего, блядь? Ладно. Я хочу к маме. Что ты хочешь проверить? А меня мало фотографировали. Покажешь мне фотку? Девочку. Фотография получилась слегка размытой. Девочка, не дожидаясь конца фотосъемки, подбежала к вам. Спасибо. Мне не понравилось. Больше не проси меня делать фото. Сколько у меня еще? А сколько у меня еще людей? А тут же была девушка с этим, с парнем. А они куда делись? Так, ладно. Сфоткаться со мной хочешь? Ну, погнали. У меня светочувствительность только высокая, могу дернуться. Вы фотографируете собеседника, вроде фотография нормальная, но лицо, оно получилось очень размазанным. Вот об этом я и говорил. Перефоткаешь? Ты меня не разводи, ты этих лохов, пусть в тонусе держатся. Так, ладно. Давайте еще раз вот этого проверим. Фото. Да я особо не люблю фоткаться. Вспышка напоминает мне грозу, у меня сразу паника. Нет, ты не понял, я не буду фоткаться. Спасибо за понимание. Знаешь, не люблю я это все фоткаться, резкие вспышки, звуки, бррр. Мне это все неинтересно. Так, она ушла. А, да? Когда она ушла? Так она недолго сказала будет. Давайте глаза ее проверим. Короче, я устала от этого спать. Ты сделал многое для тех, кого впустил, но было пролито слишком много крови невинных. Ты слишком опасен, чтобы оставаться в этом доме, тебе надо уйти. Тебя изгоняют из своего собственного дома люди, опасаясь за свою безопасность. Ты не прожил и одного дня и сгорел от палящего солнца на улице. Прикол. Ой, ладно, давайте закончим с этой игрой. Я устала уже от нее. Все, вы посмотрели несколько всяких концовок разных. Сегодня давайте пока эту игру не будем смотреть, потому что у нас очень много дальше других есть игр по плану. А этот сборник мы посмотрим с вами отдельно потом. Вот. Давайте сейчас поиграем в... Так, сейчас пока так сделаю. Давайте немного расслабимся.
Вы готовы продолжать? Не устали? Пока перерыв, я за едой схожу. Да, давай. Сходите там за едой, пописать. А ты устала? Ну, немного есть такое. Ой, немного. Сейчас я приду. Ой, еще водички налить надо. Сейчас вернусь.
Так, чё, отдохнули немного? Давайте, наверное, последнюю игру посмотрим на сегодня. Она называется Fuck You Witch. Конечно, в такую игру надо было играть до, потому что там надо громко кричать. Вас понюхали. Привет. Оказывается, у тебя The Brian Fox, а не Brain. Почему я думала Brain? У тебя же написано Бриан. Почему ты мне раньше не сказал? Я просто недавно сидела в Дискорде, я увидела этот, твой ник, и я в него вчиталась, можно сказать. И я потом только поняла, уже сколько лет прошло. Я только сейчас поняла, что у тебя написано. Многие так читают, я уже привык. А, да? Просто типа быстро там этот, так, хоба, брейн, типа. Привычка уже от этого брейн. А у тебя, оказывается, Бриан. Бриан же правильно, да? Бриан. Бриан. Короче, сейчас посмотрим последнюю игру, и все, я спать. Что-то я устала. Куда все-таки направляемся? Сейчас увидишь. Брайан. Ага, Брайан. Все, Брайан, хорошо. Договорились. Брейн, блин. Ой, ужас. Читать не умею. Так, сейчас там игру надо захватить. Игра грузится. Игра содержит скримеры, яркие вспышки света. Мы не рекомендуем играть в игру людям, у которых есть... Бля, надо потише сделать. Используйте микрофон или кнопки, чтобы прогнать ведьму. В игре есть автосохранение. Привет! Ой, блядь! Вы это видели? Видели вроде. Ой, блин. Это, короче, казахская игра. Ну, разработчики казахи. Вот. Что за хрень была, не знаю.
Рекомендуем использовать кнопочный режим, если у тебя слабый процессор, и время ожидания отработки голоса и может достигать 20 секунд. На норм железе все будет чики-пуки, потом не ной, что тебя не предупреждали. Если ты пиздец упертый и решил играть с голосом на своем тетрисе, то в процессе игры в опциях можешь сменить режим и кайфануть от игры, а не бомбить. Ну давайте сначала пока микрофон попробуем, а потом посмотрим. Привет! Это я. Двигай ползунок, пока картинка не станет едва различимой. Сейчас я еще этот... минуточку. Микрофон. Свойства 90 поставлю. Продолжить. Ты уверен, что хочешь начать новую игру? Прошлые сохранения будут... Ну, так, у меня нет прошлых сохранений. Используйте микрофон или кнопки, чтобы прогнать ведьму. Эй, бля, лучше подруга в любви призналась. И нормально же общались, дружили, тусили, она умнау, мучили вместе мутки прикольные, как кореша. Зачем все испортила? Как дальше общаться? Не, я люблю, конечно, тоже. Но как подругу же. Хауй хочу. Сейчас бишпармак за кулинарию. Так, надо этот графику чуть пониже сделать. И так все низкое. Лол. А чё она так тупит тогда? Кутахпас тут будет? Не знаю. Что такое кутахпас? No limit. Давайте 60 поставим, чтобы оно не лагало. Так, громкость чуть-чуть погромче. Ау! Ау! Уй, блядь, сука. Фу. Ругательство популярное у казахов. А, да? Я не знала. Спасибо за информацию. Еще раз приветики. Что было, пока меня не было? Много чего было. Сразу так и не скажешь. Много чего было интересного. А, тут можно свет включать, оказывается. Ой, что такое, блядь? Эх, базару нет, тогда в горах кайфанули от души душевно в душу. Вот зачем надо было всю свою любовью испортить, а? Куда ругаться можно будет? Так, чуть еще погромче сделаю, вообще голос не слышно. Ничего страшного. Жесть. Ой, ё-моё. Часы Титана. Фу. Козы и говнядина. База для вкуснейшего бешбармака. Лучший подарок для мужчины, женщины, трансгендера, небинарного, бигендерного, агендерного, гендерфлюидного, Гендальфа белого, Дарт Вейднутого, Волан-де-Мортарианина. Пиздец, нахуй, что происходит? Сердечки летят. Какие сердечки?
Что это было? Я присаживаться не могу. А, блин, на Е же надо нажимать. Господи. Кастрюля. Предмет, шум которого в час ночи призывает шлепок по жопе от мамки или бати. Отлично подходит для создания и разведения новой жизни, если забыть ее на пару недель в раковине после готовки. Казы часов 5 вариться будет. Пойду пока посплю. А что, казахи все так разговаривают? Что-то я не заметила, когда в Казахстане был. Бля, ну ты бардак. Может, и правда салсу замутить. Как же классно в детстве было. Корейские дети какие-то. Детские фотографии хранят множество воспоминаний, за которые тебе пиздец как стыдно. Маме пиздец как нравится, а батя чисто угорает со всего этого. Ты что, опять все? Что это значит? Ничего не думаешь только о себе. Ты почему так со мной разговариваешь? Ой, все, не делай из мухи слона. Бля, заебись соседи. А что, когда хоррор будет? Осознание сновидения. Осознанные сновидения. Говорят, что это супер методика, которая позволяет осуществлять самое невозможное, что только можно себе представить. Летать, жить в других мирах, стать свидетелем строительства пирамид, встретить инопланетян и, что самое невероятное, говорить что-то доброе, хвалить, благодарить и делать что-то полезное. Пиздец, Unreal какой-то. Если бы добавили, что там еще и мусор можно донести до мусорки, то я бы точно не поверила. Так звучит вполне реалистично. В общем, когда-то ленивое чмо и не в такие сказки, и не в такие сказочки поверишь. Спишь и развиваешься, пока все вокруг мудаки, а ты у мамы особенный. Так, что, поспать надо? О, Господи. Используйте микрофон или кнопки, чтобы прогнать ведьму. Ой, Господи. Па-па-па-па-па. О, ни хрена мы в каком-то хатоне проснулись. Реалистичный. И нихуя, я чё, в осознанном сне, что ли? О, нифига, карты. Что у меня заставка зависла. Наверное, чтобы ее открыть, надо нажать М. И ебать он реалистичный. И нихуя, я чё, в осознанном сне, что ли? О, нифига, карты. Наверное, чтобы ее открыть, надо нажать М.
Бля, пиздец, что за долбоёб это написал? Сразу видно, еблан разговаривать нормально не умеет. Осуждаю маты. Пиздец, нахуй так общаться? Ай. Да тебе, Стас, пальчик покажи, ты смеяться будешь. Так, чё? Задачи. А где это? Записка-то где? Как ее почитать? Ритуал изгнания ведьмы. Ведьма поселилась в ауле, спасает только русский мат. Услышав отборную ругань, она обижается и уходит. Для обряда тебе потребуются следующие ингредиенты. Курдюк, бараний жир, травы, кумыс, кисломолочный напиток, эфирное масло. Зачеркнуто, не разобрать текст. Нахуй пошла! Спасибо, спасибо. Что это было, блядь? Спасибо, спасибо. А чё она подсвечивается? Я взять не могу. Сука объебашенная! Нахуй рот наоборот, нахуй. Все снова наяву. Нахуй такую осознать во сне? Блять. Я думала, просто типа этот можно кричать самим что-то. Прикол. А что делать-то? Типа М. Что такое это? Стрелочка наша. И чё за ритуальный пьедестал? Это сюда что ли таскать все ингредиенты для изгнания ведьмы? Видимо, да. И что сюда надо таскать? А, найти курдюк. Что за курдюк, блин? Как выглядит курдюк? Мы вроде немножко похожи с казахами, но все равно немного разные. А у меня есть фонарик. Давайте, короче, туда пойдем прямо. Чё, блядь? Я думала, опять надо матом кричать. О, Господи, что? Че это там такое?
Что это? Это типа эти, что ли, фонари или что там стоят? Ишь. Иди нахуй отсюда! Иди нахуй отсюда! Прикол. А, вот он, курдюк. Бараний жир. Скоплениями данного нектара богов обладают давние создания, которые подрезают на дорогах и ездят по обочине. Себя считают Аполлонами высшей расы, с нормами и правами которых все должны считаться. Характеризует свой избыточный вес тонкой фразы «хорошего человека должно быть много». Очень уважаемые люди, желанные гости в каждый дом. Правда, разве что в судную ночь. Сука, блядь. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Возвращайся ко мне. Я тебя жду. Скорее. Ой. Ну, в принципе, если мы будем постоянно вот так ее пугать, типа этот... успевать, конечно, надо еще это произносить все. Что там предлагают сказать. То это, в принципе, изи. Проходимо, быстро. Потому что я думала, там надо своими словами что-то говорить. Ебучие баурсаки. Приснится же такое. О, нихера, 3 часа проспал. Надо овощей закинуть. Ау! Ау! Что он там, блядь, делает? Они там... И меня это не касается. Походу, он убил девушку и потом себя убил. Ёбаный в рот.
Это где сейчас было? Это вы сейчас этот мем включили или что? Я не поняла. Почему так громко, блин? А может, я зря тебя отвергался, а? Сейчас бы ты бешпарма готовила вместо меня, а я бы спал дальше. Эх, хотя с такими местами, ну нахер, лучше пойду сам хавку приготовлю. Нет, это не мем. Бля, Алсу что ли забыла? Придется встретиться в Версите. Ёбаный в рот. Сексист, первая ступень, наконец-то нормальная. Чё? Аня Кувшинова, привет. Добро пожаловать. Косметичка. Тут должна быть шутка про то, что в ней хуй что найдешь, но мы не опустимся до такого низкого уровня, поэтому мы решили заглянуть в сумочку, попытаться найти шутку в ней, но, к сожалению, так ничего и не нашли. Морковка и лук. Из 2 луковиц и 1 морковки можно сложить самое величественное творение, что было создано во Вселенной. Ребус могут решить только избранные сверхразума. Ай, картофан. Блять, сука. Ебучий баурсаки нахуй. Пиздец сам впечатлила. И дальше только со светом спать буду. Тебе нравятся РПГ-хорроры? РПГ... РПГ... Что за РПГ? А что за РПГ? Напомни-ка, какие бывают. А чё, так просто бросать, что ли? А где доска? На чем резать-то? Ой, блин. Жопа уже. Жопа уже квадратной стала. Так, а чё, куда? А, одолжить картошку у соседки? Ну, это где пошаговая боевка, есть навыки, умения. РПГ-хоррор — это в основном пиксельные японские игры, где вид сверху. Так, а кто прав? Ну, это где пошаговая боевка, есть навыки и умения, так. А кто-то говорит, что это пиксельные японские игры, где вид сверху. Так, а что такое РПГ-то все-таки? Ой, ебать твою Люсь. Портал в Беларусь. Сначала надо разрешение спросить. Нехорошо без спроса брать. Портал в Беларусь. Ажечка, можно возьму пару картошин, завтра верну. Лень сейчас в магазин идти. Пришла за тобой. Как пришла, так и уйдешь. Бля, ладно, возьму без спроса. Ажечка все равно всегда разрешает. А, эта моделька уже была в этом. Witch House. Или, Witch Doll, господи. Это видео у меня есть на канале на ютубе, кстати.
Эта женщина еще на превьюшке стоит там. Быстрее неси травы, тебе сразу станет легче. Да пошла ты! Нахуй! Отпусти меня, чудо трава! Вообще они оба правы. Порву нахуй тебя! Порву нахуй тебя! Бля, мне эта игра нравится. Прям для меня создана эта игра. Это ролевые игры. Ну, а пример каких вообще есть? Какие? Ну, если что... О. Но если что, я сейчас не готова играть в какие-то новые игры. Мне надо пройти там свой список. Например, Амори. Амори я проходила. У меня есть на канале. Одно из моих первых игр. Ну, не прям первых, конечно, но там оно идет как самое этот начальное. Я еще играла этот Mad Father, но я вот его хочу как-нибудь потом перепройти, потому что у меня там это... Например, Genshin Lost Ark. Genshin это что, хоррор, что ли? Мы же про хоррор говорим. А, боже мой, аниме. Как страшно. Так, подожди. Второй приход. Так, а что нам надо там сейчас? Найти 3 травы. Так, ну нам надо назад, значит. Ой, я уже не помню. Это было 2 года назад. Я даже не знаю. У меня там не было любимых персонажей. Что это за хи-хи-хи-хи было? Ёбаная скотина! Ёбаная скотина! А, это что ли? Пизда старая! Пизда старая! Пизда старая! Эй! Ща выебу нахуй! Ща выебу нахуй! Пизда старая! Пизда старая! А это что не ломается, блядь? Хуйня из-под коня. Хуйня из-под коня. А. Типа оно не это, да? Залупа конская. Иди нахуй, сука.
Чудная долина. Долина красных снов. Растений и цветов. Долина, чудная долина. Пиздуй за кумысом. Пиздуй за кумысом. Ой, бля. Пиздец. Так, где... Что это было? Ты чувствуешь? Тебе уже становится лучше. От меня так просто не избавишься. Спи, спи, спи. Ну, кнопки использовать скучно. С микрофоном интереснее. Это уже нездоровая хуйня. Мне помощь нужна. А, как все Надо лагает. выбираться из квартиры и добраться до больницы. И это что еще за хуйня? Да ебучий Баурсаки! Почему я запер в своей квартире? Найти ключ от главной двери. Бля. Это что такое? О, Аллах, как же мне плохо сейчас. Ты всегда меня поддерживала. Какой же я идиот! Вот бы ты была рядом сейчас. Алсу, ты мне нравишься. Может, она ему приворот какой-то сделала, и он типа с ума сходит. Подкаблучник был пацан, и нет пацана. Жумай сымба. Шампунь «Жумай Сымба». Волосы станут словно лощеная грива, а размер причиндала будет поистине конским. Шампунь «Жумай Сымба». Блядь. Если не бреешь, то хотя бы помой. Нас охраняет кумыс и лавстори, который мы заслужили. Кого, блядь? Что происходит? Кошелка недоебаная. Кошелка недоебаная. Вот это реклама. И это пиздец. Нет слов нахуй.
Без фонарика я туда не полезу. Открыть холодильник, найти ключ, прыгнуть в дыру. Найти кумыс. Что? Ой, ебать, это что такое? А где кумыс? Если б я был кумысом, где я был? В холодильнике, конечно же. Как холодильник нам открыть? Кто знает. Это что за сосисоны? Без фонарика, говорит, туда не пойдет. А где фонарик? Фонарик, фонарик. А, вот он. Базовый самый необходимый предмет любого хоррора, поэтому ты нашел его в середине игры. Всегда, пожалуйста, береги его, как зеница ока, не будь рукожопом. Тварь, Блядь, а будто комментарий почитал. Ой, не туда нажала. Незабываемое путешествие. Туалет. И лучше кайфа нет. Поел говна. Ой, блин. Блять. Это опять был мем или это в игре? Я уже не различаю. В игре. А, мы можем перемещаться между мирами. Все понятно. Окей, тогда тут надо что-то поискать, да, в этом мире. Домбра. Инструмент для людей, которые в 3 раза беднее гитаристов. У меня, кстати, такая была в детстве. Только у нее было 3 струны. Но она не такая прям, а чуть... Не как капля, а такая круглая была. Без жаксы. Подарок, который состоит из 5 ценных вещей, которым удостаиваются наиболее уважаемые люди в казахском обществе. Верблюд, быстроногий скакун, ковер, сабля, шуба. Ебать твою Люсю. Так, подарить верблюда, подарить ковер, подарить шубу, подарить коня, подарить саблю, найти эфирное масло. Вы чё, блин, издеваетесь? Так. Портал домой. Пиздец, блядь. Эй. Охренела, что ли? Эй, нихуя там богатей живет. Не то, что я мальчишка с грязной жопой.
М. Ой, я вижу верблюда. И контакт пошли. Да ебаный в рот, ман ты недоделанный. Бля, без кучи Кушай, очки кушай, мой получилось хороший. оставаться. Слушай, почему не Надо пасть кушаешь? этим ухавку возле какого-нибудь дома шаманки. Здесь по-любому есть. Найти полынь. Да блядь, сука. Чё, как прошел этот день у репетитора? Да что за красота? А вот, крутая игра. Ты много вот всего пропустил. Тут клепать и клепать надо. Где мне, блин, полынь достать? Съебалась мымра! Съебалась мымра! Чую, что в эту четверть у меня не будет ни времени, ни отдыха. Найти способ забрать саблю у воина. А, нихуя. Пиздуй за кумысом! Пиздуй за кумысом! Пиздуй за кумысом! Так, я взяла, да? Шедевр. Эта игра создана для меня. Не пытайся быть хорошим. Не пытайся быть хорошим. Пиздуй нахуй, блядь! Пиздец нахуй, блядь! А что за полынь? Так. Ковер еще надо. Блин, ни фонарика, ни хрена нет.
Ковер, может, у себя надо дома там забрать, да? Блин, это, походу, очень долгая игра, наверное, будет. Снова мы посмотрели только 3 игры. Или сюда не надо возвращаться? Не, походу, не надо пока. Ой, ладно, давайте, наверное, продолжим уже в следующий раз. Может, что-то я уже этот... Я уже не могу. Generation. Блять! Фонарик, сука! Ладно, я не успела подобрать. Интересно, а там можно успеть подобрать фонарик? Да там, блин, смотри, сколько всего. Я сегодня это точно не сделаю. А давайте вставим этот саблю, что будет? Просто я могу ей еще и пользоваться. А, конечно, сейчас я саблю отдам. А мне еще пригодится. Холодильник открою, кубик достану. Ай, бля, спасибо, брат. От души душевно. А вот и подсказка. Хоба. Эликсир вечной жизни, который может вызвать звуковую волну по мощи, сопоставимой с ядерной бомбой в 101,5 мегатонн. Поможет отлично провести вечер, если употребить с банкой соляных огурцов. Блять. Добавить кумыс в котел. А пойдемте. И теперь мы можем отдать, да? Давайте, короче, отдадим саблю. И этот кумыс положим туда, в эту хрень. И будем заканчивать. Хорошо, что здесь сохранение, поэтому можно не бояться. Ой. А на следующем стриме мы посмотрим... Ну, вот эту пройдем. Посмотрим там еще одну игру. А, конечно, сейчас я саблю отдам. А мне еще пригодится. Холодильник открою, кубик достану. Надо сначала кумыс положить, а потом она уже засчитается, походу. Сейчас быстренько положим. И так сойдет. Прям с бутылкой. Быстрее, еще быстрее. Мое терпение на исходе. Так, все, пойдемте этот саблю отдадим эту. Так, в другую сторону.
Это да. Ой, блядь. Что, теперь-то можно? Нет. Все равно нельзя. Чё, почему? Хм. Ну, он просто ничего не говорит насчет этого. Странно. Ладно. Короче, все. Я устал. Я мухожук. Так, главное меню. Сейчас, надеюсь, не напугает. Не успели. Меня не успели напугать. Так, ну что, вам понравилось? Мы, короче, не успели сегодня посмотреть игру Реноватор. Вот. The Renovator какой-то там, короче. Потом... Короче, Mouse Washing я удаляю. Violent Horror Stories Anthology. Потом еще посмотрим отдельно. Завтра, не знаю... Завтра давайте в Мафию вторую поиграем. Доиграем, точнее. Что там у нас вообще осталось-то? Завтра будет ОПП. У нас еще и Silent Hill не пройден. Еще Призрак Цусимы не допройден. Бля, там столько вообще еще играть, ужас просто. Как остальные успевают все делать, я не понимаю. Я просто не понимаю. Видишь ящики, грузи в ящики. Видишь ящики, грузи в ящики. Закончишь, получишь ящики. Потеряешь ящики, получишь ящики. Кончишь в ящики, получишь шиш. Кончишь в грузовик, получишь десятку. Сломаешь десятку, получишь шиш. Сломаешь шиш, получишь десятку. Видишь грузовик, грузи в грузовик. И не возись весь день. Да, у тебя есть во что можно пойти. Да вообще у меня тут дохренище список. У меня очень много для вас контента, по сути. Просто мне на это надо очень много сил, времени. Ладно, давайте, ребята. А когда Beholder? Что за Beholder? Ой, не знаю, блин, у меня столько еще всего впереди. Ща мем скину, хорошо. Я тебе подарю его на скидке. Спасибо. Ой, блин. На летней распродаже, наверное. Хорошо. Тогда летом и поиграю. Все, ребята, всем спокойной ночи. Все, давайте, всем пока-пока. Всех обнимаю, целую.
Все. Удачи всем.